such amazing questions. We could have a conference for a long time. Хорошие вопросы. Мы можем вообще длинную конференцию устроить, основываясь на ваших вопросах. And so I tried to categorize the questions so it could drive what I talk about a little bit today. И я по категориям немножко разделила ваши вопросы и попробую ответить на них сегодня. And one of the questions that seemed to pop up a lot was about reactive attachment disorder, how it's diagnosed, and how it's different than developmental trauma. И вопрос, который повторялся вновь и вновь, это по поводу реактивного расстройства привязанности, как его вообще диагностируют и чем он отличается от травмы развития. So, I want to talk to you right now as a parent, but also someone that has done a lot of research and has a pretty good understanding over attachment issues. Хочу с вами поговорить сейчас и как мама, и тоже как специалист, который достаточно много перекопал литературы относительно этой темы. In America, there is a push for reactive attachment disorder to be categorized as developmental trauma. В Америке пытаются выдвинуть реактивное расстройство привязанности как такой вид травмы развития. The best way to describe this would be if there was a forest and the forest was developmental trauma. И самый лучший способ объяснить это через иллюстрацию леса. Представляете, вот лес, и все, что мы видим в этом лесу, это травма развития. Reactive attachment disorder would be a tree within the forest of developmental trauma. И вот нарушение привязанности будет деревом в лесу травмы развития. And so I thought a good way to help you understand why this is going this direction is to read the DSM-5. И самый лучший способ, чтобы объяснить вам это, я думаю, будет зачитать вот следующее. The DSM-5 is a diagnostic manual that drives all diagnoses. Есть вот такое пособие, которое используется для диагностирования различных отклонений. Как по-русски называется это? Вот, МКБ. Международная классификация. Классификатор болезней. Международный классификатор болезней. This diagnostic manual will have an illness, and then it will tell you the symptoms that have to go with that illness, and all doctors follow it. То есть в этой классификации диагноз и все симптомы, которые подходят под этот диагноз, и все специалисты основываются на вот такой классификации. For example, Например, I test and help diagnose children on the autism spectrum disorder. я тестирую и помогаю диагностировать детей, подходящих в спектрум аутизма. The diagnostic manual tells me that 3 areas or 3 symptoms have to be met or shown in order for a diagnosis to happen. Ну и вот эта классификация говорит мне, что для того, чтобы диагностировать ребенка аутизмом, он должен проявлять 3 симптома. If I don't show those 3 areas, then I cannot diagnose autism, and insurance will not cover И treatment. если я не подтверждаю то, что у ребенка есть 3 составляющие, ребенка не диагностируют, и, соответственно, страховая компания не покрывает расходы с этим диагнозом. So, the diagnostic manual in America drives diagnosis and treatment for all mental and physical disorders. Итак, что касается психических и физических заболеваний в Америке, они все как бы мотивированы вот этой классификацией, во-первых, для того, чтобы диагностировать человека, а потом как лечить этого человека. And so currently, the diagnostic manual calls reactive attachment disorder as the following. Сейчас в этой классификации реактивное расстройство привязанности называется вот так. RAD
is now defined as a child that's emotionally withdrawn, Расстройство привязанности – это проявление эмоционального отстранения, эмоциональное отстранение ребенка with social and emotional disturbances с различными социальными и эмоциональными отклонениями, that include в которые в себя включают reduced responsiveness, заторможенная реакция ответа, limited facial affect, ограниченные выражения лица, экспрессия лица and an increase in irritability, sadness, or fearfulness. и скачок в раздражительности, грусти и sadness and Fearfulness. и страх. То есть повышенное состояние раздражительности, страха и тревожности. And that's it. Nothing Всё. more. Ничего больше. Вот вам диагноз. So that's a small tree. Маленькое дерево. Because Когда все эти вещи вместе проявляются в ребенке, вот это такой диагноз у него. now, what is being proposed by therapists and psychologists and parents is calling it developmental trauma or complex trauma. И то, что родители, специалисты предлагают, не называть вот этот диагноз реактивным расстройством привязанности, а называть его травмой развития или глубокой травмой развития. And this is being proposed by Dr. Bessel van der Kolk, И доктор Бассель Ван дер Кольк предлагает это, Dr. Bruce Perry, доктор Брюс Перри предлагает тоже. who are some of the greatest minds in understanding the brain and attachment and trauma. И вот эти два специалиста, они являются передовыми лидерами в понимании разниц, связи между развитием мозга и привязанности. И они это предлагают. Now I want to read to you what the diagnostic manual would call developmental or complex trauma. Теперь хочу прочитать вам, что вот в этом пособии называется травмой развития. A toxic pattern Токсичный шаблон and combination и комбинация of developmentally inappropriate moods, проявлений поведения, неподходящие развитию, social behaviors, социальные аномалии, physical symptoms, физическое проявление, psychological issues, психические проблемы, developmental gaps, пробелы в развитии, cognitive delays, когнитивные задержки, learning disabilities, задержки в обучении, and relationship problems проблемы в взаимоотношениях. due to significant exposure Все это из-за огромного to traumatic events влияния травматических событий during the first 3 years of a child's life. Во время первые 3 года жизни ребенка. A child who repeatedly experiences Ребенок, который периодически, постоянно испытывает это, and or witnesses или видит своими глазами, или становится свидетелем этого, neglect, или становится свидетелем следующего этого: депривация, Абьюз. пренебрежение, abuse of any kind, насилие любого вида, abandonment, депривация, отлучение, substance exposure, использование различных веществ, алкоголь, наркотики, медицина, broken or non-existent attachment нарушенные или несуществующие привязанности to their primary caregiver относительно их главного взрослого. is at risk of developing lifelong social И вот все, что я вот это описала, что ребенок либо сам подвергался этому, либо он наблюдал за этим, то это все может вызвать у него долгосрочные emotional and cognitive problems. эмоциональные и когнитивные проблемы. Do you see a difference in the tree and the forest? Видите разницу между деревом и лесом?
And so the push is that reactive attachment disorder is a component or is driven by an attachment issue. И пытаются внедрить понятие, что расстройство привязанности это просто небольшой компонент, либо он вообще как бы является последствием That occurred in the first 2 to 3 years of life. того, что произошло в первые 3 года жизни. And so these two men that are driving this diagnostic manual change understand that we have to repair it at that level. И вот эти два специалиста, которые мирового уровня, они понимают это и пытаются внедрить понимание, осознание того, что нам нужно на уровне мозга все это решить. Has anyone read any books by Dr. Bruce Perry? Кто-нибудь читал книжки Брюса Перри? He wrote an excellent book called The Boy Who Was Raised as a Dog. Есть замечательная книга, и она переведена на русский, как она, мальчик, которого растили как собаку. And I believe it is translated into Russian. Переведена эта книга на русский, мне кажется, даже в электронном варианте можно ее найти. Есть здесь? The other book I highly recommend is by Vanderkolk. Другую книгу, которую я очень рекомендую, Вандеркольк написал. It's a little bit heavier reading. Немножко такой интеллектуального вида материал. It is called The Body Keeps Score. По-русски не знаю, как называется, что тело подсчитывает очки. Вандеркольк, если вы наберете Вандеркольк. Вандеркольк. Ну, там, вариация в интернете вам Google выдаст. So why I wanted to address and explain about reactive attachment disorder as opposed to developmental trauma Почему я хотела, чтобы вы понимали, что такое травма, и что такое, как расстройство вписывается в эту травму? is I wanted you to understand that our children are suffering from the very thing that is the cure for what they're suffering for. Я хочу, чтобы вы понимали, что наши дети страдают от той вещи, которая является их пилюлей, их лекарством, чтобы исцелиться от этого расстройства. And so whether we look at the tree or we look at the forest, Вне зависимости от того, вы смотрите на лес или на дерево, the cure is going to be the same. Лечение будет одним и тем же. And so there are 3 steps they look at when they're doing the process of trying to help children with developmental trauma. 3 шага предпринимаются, когда пытаются исцелить ребенка от травмы развития. And I want to read them off so that I don't say it incorrectly. И я вот прочитаю то, что там именно и написано. 1, you're going to establish a sense of safety and competence. Первое, вам нужно установить, дать ребенку ощущение безопасности и знакомой среды. While teaching self-regulation. И во время этого вы будете учить ребенка саморегуляции. So, when I say that number 1 is we establish a sense of safety and competence in our home and with our kids, that means that it starts with me first. Итак, во-первых, когда я говорю, что нам нужно ребенку создать атмосферу безопасности и уверенности дома, это начинается именно с меня. So that's about regulating ourselves in our home. Это все касается саморегуляции меня лично, родителей и атмосферы в доме. 2, we're going to deal with the trauma, which is the relate. We're going to deal with what happened to them, not cover it up. Второе, мы будем прорабатывать то, что с ними произошло. Мы не будем закрывать глаза и игнорировать то, что было в прошлом. If your child has deep, deep trauma, you need to look for a therapist that can help them go back and deal with that deep, deep trauma. Если у вашего ребенка есть глубокая травма, вам нужен специалист, который поможет ребенку выкопать, раскопать и найти то травмирующее событие. Some of the therapies that I've seen that are successful
are EMDR. То, что я вижу, является эффективным на сегодняшний день, минуточку, я не знаю, как эта терапия называется на русском. ЕМДР. ЕМДР называется. Она в России очень новая. Но есть. Но она есть. Специалисты сейчас говорят, их учат на эту тему, они говорят, что в России есть. EMDR is an eye movement therapy. Эта терапия связана с движением глаз, зрачков. And it helps to process memories that are stuck in the pantry. Remember we talked about the pantry and throwing the И cans вот эта in? терапия помогает вот из подсознания вытаскивать воспоминания, которые глубоко, помните, мы говорили про шкафчик с этими баночками, куда все запихнуто и дверь закрыта. And so EMDR helps to process something that was traumatic that happened. Вот эта терапия EMDR помогает справиться с воспоминаниями, которые болезненны. But there are also other therapeutic ways to go back into that period of time and replay or reenact what happened. Но есть другие виды терапии, когда ребенка или взрослого вводят в это состояние травмы и заново помогают ему пережить, переписав сценарий произошедшего. But that's why I'm having Christy come talk to you this afternoon. И я попросила Крис прийти поговорить с вами сегодня. Because you want to make sure that the therapist you chooses doesn't re-traumatize your child. Она придет и поговорит с вами о том, как найти специалиста, потому что последнее, что вы хотите, что произошло, это ваш ребенок пошел к специалисту, его там еще повторно травмировали неправильными методиками. My son had EMDR when he was 4. Мой сын прошел через EMDR-терапию, когда ему было 4. And it was done during play therapy. Через терапию игры. And at first I thought it seemed kind of weird. Сначала мне показалось очень странным, что с ним делали. But we started seeing changes in him after a few sessions. Но спустя несколько приемов мы увидели разницу в нем. And he was able at one point to finally draw what had actually happened that traumatized him. И в какой-то момент он смог нарисовать то, что произошло в травмирующей ситуации. And we were doing it for about 3 months. 3 месяца мы только занимались такой терапией. So then the third thing that they look at is that you're going to engage children that have survived trauma in fun and physical games so that they feel relaxed and a mastery over their body. Дети, которые испытали травмирующие события, третий пункт в исцелении – это вы привлекаете их в игру, в какое-то интересное событие, которое помогает им расслабляться на физическом уровне и ощущать свое тело. Because remember, trauma for our children is based in a lack of control and helplessness, so they don't feel safe inside their own body. Помните, для наших детей травма – это бесконтрольность и неспособность повлиять на происходящее. И для них очень важно научиться регулировать себя и контролировать свое тело. And Dr. Perry does a lot of stuff with music therapy and rhythm. Доктор Перри очень много делает через музыку и терапии ритма. And also yoga and meditation. Йога, медитация. Vanderkolk does a lot with martial arts. Вандеркольк много делает, по-русски тоже называется martial arts. Боевые искусства, да. And yoga also. Тоже йогу он использует. And so a lot of those activities are hitting the survival brain. Многие вот эти терапии, они прикасаются к той части мозга, которая отвечает за самовыживание. By teaching being safe in my own physical self. Потому что они обучают ребенка, как находиться, как себя защищать, и как быть в безопасности в своем теле. And control over the body. И также они учат контролировать свое тело. So that was a short answer to
Такой короткий ответ на ваш длинный вопрос. А уточните, пожалуйста, какая именно игровая терапия? Вот That's what we're going to ask Chris and talk about. Крис об этом поговорит, когда придет сегодня. And I did talk in depth with Ken and Chris and about what they were thinking as well, and they believe that developmental trauma will eventually be in the diagnostic manual in the next few years. И я тоже с нашими специалистами Кеном и Крис поговорила, тоже какое у них отношение вот к этому вопросу. И они сказали, мы уверены, что вот очень скоро в будущем травма развития будет вот в перечне МКП. And what is interesting is that when we look at treating developmental trauma in America and within the community, 80% of therapy is helping parents and supporting parents. Если просто посмотреть на терапию травмы развития в Америке, 80% того, что терапевты делают, это помогают родителям справляться с самими собой и со всем. Because while we to our children with developmental trauma pose the greatest threat, we're also the cure. Несмотря на то, что мы являемся самой большой опасностью для наших травмированных детей, но в то же время мы являемся самым лучшим целителем для наших детей. So what I wanted to do today is take a quick step back before we go back into behaviors. Я хотела немножко вернуться к тому, о чем мы уже говорили, прежде чем мы будем говорить о новом материале. Не видно. Can you move it physically to the attachment slide? Or not? Would it be faster? Which one is that? There's no picture. It says insecure attachment and then it has the forms of attachment. Okay. Еще раз скажу, что все эти слайды вы получите в электронном варианте, если вы указали почту свою. So, does anybody here know their attachment style? Вы все знаете свой тип привязанности. Свой личный тип привязанности. Okay. That's great. So we're going to talk about that. Так, мы вот об этом поговорим. Okay. So, and this is why I missed this, and Dana brought it to my attention that this is not something that you should miss. Я пропустила этот слайд, и Дэйна подсказал, говорит, тебе вот это не нужно пропускать, это важная информация. So, in America, attachment style is taught to people that work with vulnerable children or children from hard places. Вообще в Америке это стандартно обучать специалистов или родителей, которые работают с травмированными детьми, о типах привязанности. And an attachment style is driven by the mother or the caregiver. И тип привязанности как бы навязывается нам через или насаждается на нас через маму или того человека, который исполняет роль матери. And so when you have a mother who is, grows a green brain in their baby, И если у вас мамочка, которая взращивает зеленый мозг в ребенке, помните? by meeting their needs when they cry and being there for them, Восполняя нужды ребенка, когда он плачет, и присутствуя физически, эмоционально, we consider this a healthy attachment. мы говорим, что это здоровая привязанность. But interestingly, 45% of us have unhealthy attachments. Но, к удивлению, у 45% из нас привязанность нездоровая. Which, if you think about the divorce rate, at least in America, it kind of closely matches that. И если вы подумаете о проценте разводов, по крайней мере в Америке, в принципе, понятен процесс. Now, this does not mean that you are mentally messed up. Это It не just значит, means что у вас какие-то психические проблемы или психологические. that there was some issues in early attachment. Просто подразумевается, что вот в раннем возрасте был какой-то
пробел. And I like to say that when we, because you're going to find out your attachment style today. Сегодня вы узнаете, какой у вас тип привязанности. I like to say though, if you find out that you have an insecure attachment or one that is not healthy, Я хочу, чтобы вы понимали, что если у вас какой-то тип, если вы узнаете, что у вас какой-то тип небезопасной привязанности, it does not mean you had a cold mother or uncaring mother. это не значит, что у вас была плохая мама. It means that something caused there to be some breaks within the cycle. Это просто значит, что было что-то в цикле во время установления привязанности, что порвало цепочку. And why it's important to understand your attachment cycle is that it absolutely affects how you attach to your child. Почему важно понимать свой тип привязанности? Ваш тип привязанности влияет на привязанность ребенка и то, как вы с ним общаетесь. Dr. Mary Main did a lot of this attachment theories, attachment style studies. Доктор Мэри Мейн, ее зовут, она очень много исследований провела в этой области. And they actually watched children as they grew older and then watched them parent their children. Они наблюдали за детьми по мере того, как они вырастали, и то потом, как они воспитывали своих детей. And every time their attachment cycle or their attachment was actually style was passed on to their child. И что увидели, что их тип привязанности передавался их ребенку. So there's a healthy attachment. Итак, есть безопасные привязанности. Then we have what's called an avoidant attachment. И есть такие избегающие привязанности. And what we see with avoidant is that needs are met, but there's no warmth. Избегающие привязанности, что мы видим, что нужды восполнены, но вот теплоты в отношениях нет. And so maybe the mother is just overwhelmed and she gets up and she feeds the baby and she keeps the baby's diapers clean and all of those things, but there's not that loving, nurturing warmth. И что мы видим? Может быть, мамочка, она вот встает, кормит, моет, физические нужды восполняет, а вот теплоты, нежности на это ее не хватает. The next one's called ambivalent. Следующее – амбивалентная привязанность. And that is when the infant's emotional needs are met inconsistently. Это когда у ребенка их нужды восполняются сегодня так, завтра по-другому. The last one is disorganized. Третье – дезорганизованная. And disorganized is the red brain. Это красный мозг. And basically the child the needs are not met and everything is chaotic, or the needs are met and it's being yelled at, or... Это хаос, бардак, нужды то восполняются, то не восполняются, стресс. So what we understand is that 40% of adults have avoidant or ambivalent attachment styles. У 40% взрослых вот первые два вида привязанности, избегающая или амбивалентная. 5% are disorganized. У 5% дезорганизованная привязанность. And 55% are healthy attachment. 55% это здоровая, безопасная привязанность. Okay? I'll just click at you. So do you want to go to the next one? Yeah. Мира, можно вопрос? В этих трех привязанных... Секунду, давайте микрофон. А? Там нет тепла во всех трех. Небезопасные, там нигде нету тепла. В этих трех правильно мы поняли, что нет тепла нигде, да? С избегающим или нет? Нужды, удовлетворение нужд уменьшается с каждым шагом, движением вниз. Nope. Okay, so avoidant is the one that's no warmth but needs are met. Нет, первая вот это, которая первая привязанность, там, что избегающая, что физические нужды восполнены, тепла нету. Ambivalent and disorganized can have warmth,
амбивалентная и дезорганизованная, там может быть мамочка очень даже нежная. but their needs are not met consistently. Но не постоянно, то есть это вот не постоянно, у ребенка есть нужда, мамочка восполнила это там сегодня. Да? So I see ambivalent attachment styles in a lot of the moms I work with that use drugs. Амбивалентно я вижу у многих мамочек, у которых зависимость от наркотиков. Because they're meeting the needs inconsistently. Когда они под дозой, они не могут восполнять нужды ребенка. When I'm high, I don't know what's going on with my baby. Вот, когда наркотики, я в принципе без понятия, что с ребенком происходит. When I'm not high, I'm going to take care of my baby. А когда я в ремиссии, тогда я забочусь о своем ребенке. But that can also, I mean, we have a very high rate of postpartum depression in the United States. Postpartum depression? Do you have postpartum? After you have the baby and you're... В Америке очень высокий процент вот этой послеродовой депрессии. And so sometimes we see mothers that end up being avoidant or ambivalent with their baby. И вот в этот период депрессии, когда гормоны, там все, мамочки не включаются полностью эмоционально. Ответили на вопрос? Ну, это следующий. So what we see happen with these different personalities or different attachment styles, the baby is choosing an attachment style to survive. Что мы видим вот через все эти типы привязанности? Ребенок выбирает какой-то тип для выживания. Let me give you an example. Например, A baby in an orphanage is going to cry, ребенок в доме малютки плачет, and a caregiver is not going to come every time. воспитатель, конечно же, каждый раз не подходит. What happens with babies in orphanages eventually when about crying? Что в конце концов ребенок делает с плачем? They stop crying. Они перестают плакать. Right? They stop crying. And so we see them developing an attachment style that is called avoidant, or they don't want, and this is obviously orphanages, that's an extreme, because you can be avoidant and not that extreme. Я говорю вообще про экстремальные, конечно, случаи. И что у нас в результате появляется ребенок с избегающим типом привязанности, да? I am an avoidant attachment. У меня у самой избегающий тип привязанности. My mother was a very loving mother. Моя мама была очень любящей. However, my father was alcoholic and very abusive То to есть my того, mother. что папа был алкоголик и очень плохо обращался с мамой. So after I was born was a really rough period of time for my mom in the home. После того, как я родилась, маме было сложно дома. And so I don't like to be hugged. Мне не нравится, чтобы меня обнимали. I don't like massages. Массажи не люблю. I would never want a pedicure. Педикюр вообще не в моем листе предпочтений. But I recognize that I'm an avoidant attachment style. И я узнаю свой тип привязанности, избегающий. And I don't want my children to be avoidant attachment style. А я не хочу, чтобы у моих детей был избегающий тип привязанности. So I hug my children. Я обнимаю моих детей. And I love on my children and I'm affectionate. И я ласку проявляю к детям. I let them comb my hair and paint my toenails. Я им разрешаю мои волосы, расчесывать ногти, мне красить. Because I recognize my attachment style. Потому что я знаю о себе это. All right. So let me tell you what happens and what this looks like in an adult, and then we're going to do an attachment interview. Давайте поговорим о том, как это выглядит во взрослом, и потом мы будем узнавать три типа привязанности. Okay. An avoidant can grow up to be a closed-off person emotionally. Избегающий человек с избегающей привязанностью может вырасти таким сдержанным человеком. They believe in pulling yourself up by your bootstraps and don't cry. Они верят, что как барон Мюнхгаузен можно себя из болота за волосы вытащить и вообще не раскисать. They are not huggy or touchy. Они не любят обниматься, чтобы их трогали, и сами никого не трогают. And they tend to put energy into objects, not people.
И они направляют свои силы на предметы какие-то, но не в отношения. Disorganized attachment in an adult. Дезорганизованная привязанность во взрослом. They tend to check out or dissociate. Они отключаются. Relationships tend to be chaotic. В отношениях у них полный бардак. They tend to have some behavioral or emotional disorders. И у них есть какие-то нарушения либо в поведении, либо в отношениях. Disorganized attachment. That was just Oh, sorry. That was disorganized. Sorry. Ambivalent. Excuse me. Амбивалентная. They tend to get too close to people too quickly. Они вот сближаются с людьми прям очень быстро. They may appear controlling. Может быть, они выглядят, что они такие контролирующие. They may have anger or resentment towards their own parents or caregiver. У них могут быть чувства злости, anger and Or resentment. или отторжения от родителей своих, от мамы или от тех, кто о них заботился. So remember, 40% of adults are said to have avoidant or ambivalent Итак, 40% attachment у style, нас первые два типа привязанности, либо избегающие, либо амбивалентные, and 5% и disorganized. 5 дезорганизованные. So what we like to think is that our children are static to one attachment style. Мы предпочитаем думать, что дети, вот они, как у них есть один тип привязанности, они в нем остаются. And so when this first study came out, we wanted to organize kids and say, oh, that's an avoidant, И that's поэтому, когда disorganized. это исследование вышло на свет, захотели детей по коробочкам разложить сразу же. And what you can do is when children are toddlers, how we would find attachment styles is how they would relate to the caregiver. И пока дети маленькие, можно определить их тип привязанности, наблюдая за их отношениями со взрослым. So we understand that a healthy attached toddler is going to be okay to leave mother, but they're checking back to their secure base. Но мы понимаем, что ребенок с безопасной привязанностью, он может уйти от мамы подальше, но он всегда смотрит на вот эту безопасную основу своими глазами, так, держит ее всегда в своем взоре. And so what they would do is they would place mother and child in a room to play together. Что они делали? Они маму с ребенком помещали в комнату, чтобы они играли, And then they would ask mom to leave the room, а потом попросили маму уйти из комнаты and then they would watch what happens with the child when mom's gone. и наблюдали за тем, что происходит с ребенком. And typically children will start crying. И, конечно же, когда мама уходит, ребенок начинает плакать. But what was the most important part is what the child did when mom Но returned. самое важное было то, что ребенок делал, когда мама возвращалась. A healthy attached child will go to mom and quickly be regulated. И ребенок с безопасной привязанностью, он быстренько к маме подбегает, и мама может его успокоить. The disorganized child could not be calmed down or regulated by mom. Дезорганизованный тип привязанности у ребенка не позволял ему утешиться мамой. The avoidant child would be mad at mom because she left. Избегающий ребенок злился на маму, потому что она ушла от него. And so what we were looking for was that the healthy child could be quickly regulated by the mother. И то, что мы увидели, что ребенок с безопасной привязанностью его мамочка могла быстро успокоить. So what we found out though is that children do not always statically stay with one attachment style. Но по мере развития этого исследования тоже увидели, что дети не остаются в своих коробочках. They will organize themselves around the danger by combining different styles. Когда какая-то опасность возникает, они подстраиваются для того, чтобы выжить, изменяют свой тип привязанности. And so we will see a child that will basically dissociate or be avoidant. Итак, мы видим ребенка, который отключается, закрывается. But then again, one will turn around and act disorganized. И потом он вдруг ведет себя как дезорганизованный, with anger and aggression. Злясь, агрессию проявляя. And this is part of why you see your child do well at school maybe and then fall apart at home И вот это or тоже different. может быть
будет ответом, почему некоторые дети ведут себя так в школе, а вот так дома. It's the right slide. Which one do you want? The secure attachment. The picture. Вот это. That one, yeah. So this was, I wanted to put this in the slide so you could read this. Я хотела, чтобы вы просто прочитали этот слайд. Видно или прочитать вам? А в распечатках тоже есть, говорят. Если у вас есть распечатки. So like I said, statistics for divorce in America match these rates. Как я уже сказала, статистика развода в Америке соответствует вот этой статистике. And then what is interesting is that we pass this on to our children. И второе, что интересно, мы передаем свой тип привязанности нашим детям. Но мы можем тоже, взрослые, работать над собой. Okay, so let's think about what we understand about attachment. When is attachment occurring for an infant? Давайте поговорим о том, когда формируется привязанность. Вот, например, для младенцев, в каком возрасте привязанность формируется? Remember we talked about green brain? Помните, мы говорили про зеленый мозг? 18 лет. But 3 months, 1 year. so I'm going to tell you that attachment begins in utero Итак, начинает это все формироваться внутриутробно until about 18 to 24 months. до 18-24 месяцев. Remember when we talked about the brain being most vulnerable? Помните, мы говорили про мозг, когда он наиболее пластичный. Sometimes they call it the first 1,000 days, and it starts the minute of conception. Говорят, да, есть даже такой термин «первые 1000 дней», и начинаются они с момента зачатия. Now, and then we were asked if we can fix this as an adult. Your own attachment. So, I have an attachment. I'm an avoidant attachment. Относительно вопрос был, может ли взрослый человек изменить свой паттерн привязанности. Вот ответ, у меня вот избегающая привязанность. Because I'm aware of that, I have very healthy relationship with my children. Из того, что я понимаю это о себе, у меня хорошие, здоровые отношения с мужем. And I've been married 20 years. И замужем я уже 20 лет. Of course, we say whoever leaves has to have all the kids. So. Ну, конечно, у нас тоже есть уговор, что тот, кто уходит с мужем уговор, тот, кто уходит, всех детей забирает. So, yes, you absolutely can change your attachment style so you don't pass it on to your children. 100% вы можете изменить свой тип привязанности, чтобы не передать его детям. But part of it is recognizing what your attachment style is. Но первый шаг – это понимать, какой у вас тип привязанности. And so now you guys get to do the hard work. А теперь вы будете трудиться. Okay? And I am hoping that you have a piece of paper У вас у всех должны были быть листочки. that you can write on. Нет, листочки, на которых вы можете писать. Вопрос у меня такой, вот тут как бы мы все про маму говорим, например, если у нас есть семья, мама и папа, и вот мама находится в послеродовой депрессии, то есть она не может эмоционально заботиться о ребенке, но тем не менее папа эту как бы эмоциональную составляющую дает. То есть мама, значит, она заботится физически, а папа это как? Это нормально? So you might have, so if one's meeting physical needs and one's meeting emotional needs, there might be some, it'll be interesting to see if you see some attachment style issues as we look at this. Может быть такой вариант, но мне самой будет интересно посмотреть, видите ли вы проблемы с привязанностью к ребенку, например. The most powerful bond or attachment in the entire world is the maternal bond. Самая близкая и сильная привязанность вообще в мире, которая существует, это вот между матерью и ребенком, или там, у животных, как там называется тоже.
when a child is born and they are going through the birth process, Когда ребенок рождается и проходит через процесс рождения, it is trauma. для него это травма, The infant thinks it's dying. и ребенок думает, что он вообще умирает. Being pushed through the birth canal, the baby is being crushed and pushed and has no idea and is full of fear and trauma. Ну вот представляете, ребенок проходит через все родовые каналы, его там сжимает, пережимает, и он думает, что он умирает на самом деле. But it was designed this way because what happens right after the baby's born? А так было задумано, что происходит мгновенно после рождения ребенка. The baby is put on the mother's chest. Ребенка кладут на грудь матери. And where suddenly there had been fear and anxiety in an infant, И когда ребенок переживал страх, ужас, the infant can hear the mother's heart and her voice. сейчас он мгновенно слышит сердцебиение мамы, голос матери, запах чувствует. The infant recognizes the mother instantly. Младенец мгновенно узнает маму. And what was scary and awful created a bond because it started that whole cycle of trust. И вот это ужасное, страшное чувство сразу же восполнилось, и вот в этот момент запустился цикл установления привязанности. So if the mother who birthed the baby can only feed the baby and it's someone else providing the emotional, even if it's the dad, I imagine there might be some disconnect. И да, если даже мамочка кормит ребенка, но потом передает его для восполнения эмоциональных нужд папе, я думаю, что все равно будет какой-то диссонанс. Мне захотелось плакать, вспоминая наши роддомы. I was just in Bulgaria and speaking to a bunch of medical Я сейчас professionals. была в Болгарии и говорила с медработниками. 84% of their women receive C-sections И там 85% женщин рожают через кесарево, because it's less painful. потому что не так больно. And so think about what that does to the birth process. Подумайте, как это влияет на процесс родов. Okay, so this is the hard work part. Итак, приступаем к работе вашей. So I'm going to give you a question and you can answer it on your paper. Я вам буду задавать вопросы, вы можете на своих листочках отвечать где-то. And I am not going to ask you to share your results and you can keep your paper, so there's И мы no... не будем просить всех вставать в микрофон, называть свои результаты. But I feel like it's really important and a basis for understanding attachment style in ourselves. Но я думаю, что это важно понимать свой тип привязанности. In one or two sentences, I want you to describe your relationship with your parents. Одним-двум предложениями опишите свои отношения с родителями. Your childhood. Yep, childhood. Детство. В детском возрасте. Give the age. Okay, sorry. I would say before the age of 18. До 18 лет. Одно или два предложения, как бы вы описали свои отношения с родителями. And you could put father and then a sentence, mother and Можете then a написать sentence. папа, мама. Там предложение про папу, предложение про маму. And then you would say that you had caregiver or you were in an institution, so you did not have a caregiver or a parent. Ну, тогда напишите, что не было у меня. If you were raised by a grandma, Если бабушка была, that would be your grandma was your caregiver and describe your relationship with her. то есть нужно описать, может, если бабушка, тетя, там, родственники, значимый взрослый, какие у вас были отношения, одно-два предложения, со значимым взрослым. А если была потом приемная мама, а до этого была семья, то что это? Ой, отношения было разные абсолютно.
вообще не понятно. Did she at different ages? Then I would say 0 to 5. Тогда пишите от 0 до 5 возраста. Можно вопрос? Мы не можем этого Вандергольга найти. Можно еще раз по буквам? Да. Давайте мы День сейчас найдем на экране. Потому что не по-русски, не, ну, то есть мы, видимо, не можем услышать, как правильно, и название тоже ничего не ищется. Сейчас Дейна все сделает. Там попробовали Что? Ну, как я услышала, я не смогла найти. Мне надо было Okay, number 2. Второй вопрос. To which parent did you feel the closest and why? Кому из родителей вы чувствовали себя наиболее близким и почему? Or to which caregiver did you feel the closest and Или why? какому Throughout your childhood. заботящимся взрослый какой-то, которому вы чувствовали себя близко и почему? Воспитатель, бабушка, дедушка. And age is your... That one would just be when you look back on your childhood. Когда думая о своем прошлом, о детстве, думая о детстве. Извините, можно повторить вопрос? Повторите, пожалуйста. Какому ну, вот в вашей жизни был взрослый, которому вы чувствовали особую теплоту и близость? Вот напишите, почему. Родители. Не родитель, да, мама или папа, бабушка, дедушка. Now answer, why isn't there that feeling with the other caregiver or caregiver parent or caregivers? А теперь следующий вопрос. Почему, например, если вы написали про маму, тогда напишите, почему к папе не было таких чувств? I want you Или to наоборот. really think about what was different. Хочу, чтобы вы подумали о разнице. Почему к одному взрослому такое было, а к другому не было. I want 3 adjectives that describe your relationship with your mother. Напишите 3 прилагательных, которые описывают ваши отношения с мамой. Простите, если отношения нет, то как их описать? There is no relationship with your mother. So what would an adjective be that would be what? Если нет отношений с мамой, For no relationship would be Прилагательное отсутствие. absent. отсутствующие. Сейчас или Right now? Right. Все здесь. Right now? No. As a child. Нет, мы говорим Sorry. про детство. Ну, от 0 до 18, там еще. А описывать отношения или мать? Смотрите на 8 странице. На 8 странице есть вопросы переведенные. О, спасибо. So think of your mother right now. Подумайте о своей маме прямо сейчас. And think of 3 adjectives that describe her. 3 прилагательными, которыми вы бы описали свою маму. Для тех, у кого нету мамы, тот человек, который был для вас значимым взрослым. Может быть, это учитель или воспитатель. My mother passed away last year and I can still... But if I started telling you that.
Да, все правильно. Тот, кто о вас заботился. Ее мама 6 месяцев назад умерла. And I still can come up with 3 amazing adjectives, or 3 adjectives. И все еще вот у нее 3 прилагательных в голове есть, как бы она описала свои отношения. All right? I want you to think back to the first time you remember being separated from your caregiver or parent. Хочу, чтобы вы вернулись в тот момент, который вы помните, когда вас впервые разлучили либо с мамой, либо с тем человеком, который о вас заботился. And just write down, if you remember the place that was, or where that was, or that's all you're doing. Может, вы помните место или что-то вы делали, вот просто вспомните этот момент и запишите что-то. Первое, это что мы ходим. If you don't remember, don't answer. Не отвечайте, если не помните. Как вы получили? Взрослый стал, замуж вышел. Как вы В детстве, говори про детство, про детство. В садик некоторые пошли, там оставили, либо на лето к бабушке отправили. Okay? Next one. When you were upset as a child, what would you do? Когда в детстве, когда вы были расстроены, что вы делали? I know these are hard because it's hard to go back, but this is important. Я знаю, что вообще это сложные вопросы, потому что нужно возвращаться в прошлое, но это важно, чтобы вы подумали об этом. So if you were upset, did you go run and hide? Did you go find your mother? Did you? Right. Ну, от 0 до 5, если сложно. Что вы делали? Убегали, прятались, ругались, плевались. А сейчас что вы делали, когда вы были просто расстроены? Когда, будучи ребенком, когда вы расстраивались, что вы делали? Кто-то плакал, кто-то не плакал. Did you ever feel rejected? Вы чувствовали когда-либо брошенным себя, отвергнутым? Это следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Чувствовали ли вы себя в детстве брошенным или отвергнутым? Кем? Неважно кем, мама или папа. Ну да. What this is really having to do is think about past experiences. So if it is someone close to them. Кто-то, кто для вас был близкий, близкими людьми, не соседями. Близкими людьми вы были отвергнуты или брошены. Ну или ощущения. Did you ever experience the loss of someone close to you? Испытали ли вы потерю кого-то близкого? As a child. Испытали ли вы в детстве потерю значимого взрослого? Вы не взрослые. Мы про себя как дети думаем. Одно не... Я ребенок была, и я ребенка, вот для меня был ребенок значимый. Напиши, что да. Я думаю, что вопрос о том, что чувствуете ли вы чувство утраты. How do you think the loss of someone close to you affected your adult personality? Как вы думаете, вот это чувство утраты значимого в детстве повлияло на вас сегодня, во взрослом возрасте? Сложно родителям про себя думать, да? I know this is so hard, right? It's uncomfortable. Очень неуютно. If you had 3 wishes for your child, pick one of your children. Итак, выберите любого из своих детей
Pick your hardest child. Ну, выберите самого сложного из ваших детей, скажем. For 20 years from now, what would they be? Что бы вы хотели видеть в этом ребенке через 20 лет? 3 ваших желания. I'm thinking partly the kind of future you would want to see for your child. То есть, ну, вопрос обусловлен тем, что я хочу, чтобы вы подумали о будущем для своего ребенка. Что вы хотели бы видеть в будущем вот этого сложного человека вашего? Здесь записали, да? И вопросов-то нет. Okay, last one. Итак, последний вопрос. This one is, I want you to really think about this answer before you write it down. Хочу, чтобы вы подумали, прежде чем вы начнете писать над этим вопросом. What would you hope your child might have learned from his experiences of being parented by you? Что вы хотите, чтобы ваш ребенок узнал или чему он научился в результате вашего воспитания? Say it one more time. Еще раз. What would you hope your child might have learned from his experiences or hers of being parented by you? Что вы хотите, чтобы ваш ребенок узнал или выучил в результате вашего воспитания? Выучил или научился? Научился. Вот Научился. здесь вопросы переведены. Что бы вам хотелось, чтобы ребенок извлек из опыта проживания именно вашей семьи? Хороший перевод. Да, да. Давайте я прочитаю. Что бы вы хотели, чтобы ребенок извлек из опыта проживания именно в вашей семье? Вдруг лучше перевод. Если это ответ 10. We're going to share in a second, but I wanted to reread the attachment styles again. Я бы хотела еще раз повторить о типах привязанности. Remember, a healthy attachment feels safe and secure and needs met. Помните, безопасная привязанность – это чувство безопасности, нужды восполнены. And the maternal-child bond is the strongest bond. И связь между мамой и малышом – это самая сильная связь. Avoidant. Избегающая привязанность. Needs were met, but there was a lack of warmth. Нужды восполнены, но не хватало ласки. As an adult, you would be maybe dismissive.
вы уже вырастете, вы, может, отталкиваете от себя, closed off emotionally, эмоционально закрыты, pull yourselves up by your bootstraps, and are a driven person. очень такие целенаправленные, целеустремленные, сами себя мотивируют люди эти хорошо. Not huggy or touchy. Не любят обниматься, прикасаться. And you might have a tendency to put energy into things, not people. И силу и время свое вкладываете не в людей, а в различные вещи, достижения. The ambivalent attachment style, Амбивалентная привязанность. you're highly emotional and resistant. And so what we see is emotional needs met inconsistently. Эмоциональные нужды восполняются не постоянно. And so we call this the entangled adult. Мы называем такого взрослого запутанным. They might get too close quickly. Они могут либо очень быстро с вами сблизиться, They like to control things любят контролировать происходящее, and might have anger or resentment for the person that raised them. и их могут наполнять чувство злости и отторжения того, кто их вырастил. The smallest percentage of attachment style is the disorganized. Самый маленький процент — это дезорганизованная привязанность. And this is the child that didn't have needs met and had no warmth. Ребенок, у которого нужды не восполнялись и ласки тоже не было. And in this person, as an adult, we see someone that dissociates, Такой взрослый отстраняется, отключается, has behavioral disorders, проблемы в поведении emotional disorders, и всякого вида эмоциональные. and relationships are chaotic. Взаимоотношения у них в хаосе. Sometimes we diagnose that borderline personality disorder. Иногда может быть даже нарушение, пограничное расстройство личности. And when we don't deal with the underlying issues with reactive attachment disorder, at the age of 18, it turns to borderline personality Если disorder. мы не работаем с симптомами расстройства привязанности, к 18 годам это превращается в пограничное расстройство личности. And that's another reason I like to call it developmental trauma and not have children in our country diagnosed RAD, because we just switch the diagnosis when they grow up. И поэтому я хочу, чтобы мы расстройство наше называли травмой развития, потому что когда ребенку исполняется 18 лет, а у него был диагноз расстройство привязанности, 18 ему ставят вот следующее расстройство, пограничное расстройство личности. And there is a trajectory of illness that we see in when the attachment cycle is completely broken, like the disorganized. Когда цикл привязанности полностью нарушен, мы видим тоже вот дезорганизованный тип. From the age to 2 to 3, we see behavioral dysregulation. От 0 до 3 мы видим нестабильность поведения. We continue on that path from at age 4 to 6, we start seeing the ADHD symptoms. Если вот с этими симптомами не справляются, к 4-6 годам мы начинаем видеть дефицит расстройства внимания, гиперактивный. 8 to 10, we see depression or anxiety. С 8 до 10 начинается депрессия или повышенная тревожность. And in America, 12-year-old and up, we see bipolar disorder or behavioral emotional disintegration. К 12 годам в Америке мы уже начинаем видеть биполярные расстройства и эмоциональное разрушение какие-то, диагнозы с эмоциональными нарушениями связаны. And so that's where we realize how much one caring adult can affect the trajectory for a child. И вот эти все исследования показывают нам, насколько один значимый взрослый может повлиять на траекторию развития человека. Because I always believe that there is hope for kids. Я 100% верю, что для каждого ребенка есть надежда. Взрослый может поменяться?
взрослый же может поменять свою. Да, она говорила, да, что взрослые меняют, тоже могут поменять свой тип привязанности. А есть вероятность, что и избегающая, и амбивалентная в одном человеке смешиваются. чередуются привязанность? There's what's the one person there are different types of Yes. So Да, we used to think it was static. мы раньше думали, что это вот все у ребенка сформировался тип привязанности, и он вот статичен до конца жизни. Нет. But now we realize children organize themselves around with an attachment style in order to survive. Сейчас мы видим, что ребенок для выживания изменяет, приспосабливает свой тип привязанности. Под взрослого, там, в одной семье он так себя ведет, в другую фостерную семью перешел, так себя ведет. So when I first did the adult attachment interview myself, Когда я впервые вот ответила на те вопросы, на которые вы сейчас отвечали, I had never sat down and physically wrote out and thought about these things. я в своей жизни никогда до этого не садилась и прям вот не записывала ответы на эти вопросы. It was very uncomfortable and hard for me. Было очень сложно и некомфортно от этого. Because I realized, wow, a lot of stuff happened when I was a kid that I have just kind of buried in the pantry. Я осознала впервые, что очень много вещей закопала там глубоко, то, что произошло в детстве. And then listening to the attachment styles, I recognized from the questions and answers, that's my attachment style. И слушая о типах привязанности, я поняла, что вот это мой тип привязанности. And so then, knowledge is power. I realized I needed to understand myself in order to help my kid. И, как мы знаем, знание – это сила, и я поняла, в первую очередь мне нужно понять себя для того, чтобы помочь детям. Because how can we attach to a child that has attachment issues? Потому что как же мы можем привязаться к ребенку с расстройством привязанности, If we don't understand our attachment to our parents ourselves? если мы не понимаем свою привязанность к нашим родителям? Our whole goal in attachment is regulation, right? Ну, главное вот во всем этом о привязанности – это саморегуляция, самоконтроль. Attachment teaches us to regulate. Привязанность учит нас саморегуляции. Kids have to be taught to regulate. Нам надо учить детей успокаивать себя. Regulation for our kids is relationship dependent. Саморегуляция, регуляция для наших детей зависит от взаимоотношений. We will never get anywhere with attachment with our children with developmental trauma or RAD. Мы не уедем никуда в наших отношениях с ребенком, у которых проблемы в привязанности или у них есть травма привязанности. Unless we first figure out ourselves, regulate ourselves to be able to regulate them. Пока мы не научимся понимать себя, успокаивать себя и потом уже успокаивать их. So after going through this, did anything surprise you guys in answering these questions? Когда вы отвечали на эти вопросы, может быть, было что-то, что вы открыли впервые для себя? Do you guys know your attachment style now? Вы знаете свой тип привязанности сейчас? We have people that couldn't get it. Сложный человек. По вопросам вообще все плохо, а так вроде в жизни ничего. Good job. One of the things that I recognized is that my attachment style tends to put things over people. То, что я себе узнала, что мой тип привязанности предпочитает вещи, достижения людям. So the first time that I filled this out, my 3 wishes for my child were all driven by success.
И когда я впервые отвечала на эти вопросы, вот эти последние вопросы относительно моих детей, они все мотивировались успехом. Because my attachment style is driven by performance and success, I wanted the same for my child. Из-за того, что мой тип привязанности мотивируется успехом, да, все, что мной движет, это успех, я именно этого и хотела для своих детей. I don't want my child to perform for me to receive love. Из-за того, что я была, мой тип это, Она избегающая. Не, вот она говорит, из-за того, что меня мотивирует достижения. Из-за того, что я мотивирована достижениями, я не хотела, чтобы мои дети мотивировались достижениями тоже. So understanding myself through this, my 3 wishes don't even look like what they used to 5 years ago. А теперь, когда я понимаю все это о себе, что меня мотивирует, что мною движет, сегодня, отвечая на эти вопросы, мои желания и мечты относительно детей, они полностью отличаются от того, что я в первый раз написала. I'd love to hear some of your wishes for your children. Может, поделитесь, у вас какие мечты относительно ваших детей? У меня было только это давно тоже. Я сначала тоже достижения, успехи, вот кровные дети, все у меня были ориентированы на успех. А с этими детьми я вот поработала долго над собой, и теперь я хочу найти близкие отношения в жизни, то есть, чтобы их любили, и они любили, то есть, чтобы у них сложились близкие отношения с кем-нибудь. Вот. Второе, чтобы они поверили, не то чтобы в Бога, а то, что есть что-то, что бережет их по жизни, что не надо им беспокоиться об этом. То есть, чтобы они были спокойно, жили себе, на своем месте и без особого страха, так спокойно жили. Вот. И что тоже это мне пришло в голову только от приемных детей. I love that a wish for your child was for future deep relationships. Мне очень симпатично то, что вы говорите, ваши желания для ребенка, глубокие взаимоотношения. I will be honest, one of the wishes for my child was that he wouldn't end up in jail. Знаете, одно из моих желаний для моего ребенка было, чтобы хотя бы он в тюрьму не попал. That was your wish? See, I hear you. Anyone else want to share? Go ahead. Можно, да? У меня тоже тип привязанности избегающий, и в другой период он был, в какой-то период был амбивалентный, был период еще дезорганизованный, такая смесь. Честно говоря, я вот проплакала. Отвечаю на эти вопросы. У меня самый трудный ребенок Антон, ему сейчас 11 лет, 4 года живет с нами. Я бы хотела, я написала, раньше я тоже ориентировалась только на успех, и такой перфекционизм по жизни был. 2 красных диплома, и там ранняя работа, высокие заработки. И в какой-то период резко сменила ценности, просто почувствовала, что это не то. И сейчас я выбирала для Антона, я бы хотела, чтобы у него получилась семья, чтобы у него сложились нормальные отношения с женой, детьми, и чтобы у него была работа, которая ему нравится. Вот. И чтобы он вынес, второй вопрос, чтобы он вынес из нашей семьи. Мне хотелось бы, чтобы он вынес веру в Бога, что все можно изменить, и семейные ценности. У меня в основном, конечно, избегающее расстройство привязанности. И самое, что интересно, когда я, пройдя ШПР, об этом говорила с психологом, все психологи как бы на меня круглыми глазами смотрели, они не верили. Говорю, я так себя чувствую, я вот такая. Вот, но
Меня, наверное, изменил муж. Вот, он такой вот мягкий, вот, обнимающий. Я тоже терпеть не могла. Я не могла, когда у меня вот педикюр, то есть у меня это что-то с чем-то. Пытка такая. Вот. У меня самый сложный ребенок крупный, как так вот получилось. Ему сейчас 9 лет уже исполнилось. У него такой вот тяжелый характер. И я ему пожелала, чтобы он просто был счастлив, воспитывал много детей. Он именно вот сейчас смотрит на нашу большую семью и именно хочет. Вот, я ему желаю, чтобы у него это получилось. Вот. И работал кем хочет по его желанию. Вот, чтобы у него были не первые не деньги, а именно желание его, что именно получается. И, наверное, самое главное, хочу, чтобы все дети вынесли вот нашу модель семьи. У меня этой модели не было. То есть я как бы вот сейчас вот строю семью такую, наверное, какую я хочу. Sometimes I tell my children that I hope they have children just like them. Часто я своим детям говорю: ой, хочу, чтобы у вас были именно такие дети, как вы. But then I found out that my mother-in-law had told my husband the same thing. Потом я узнала, что моя свекровь моему мужу такие же вещи говорила. My husband had been arrested in junior high. Мой муж был арестован в старших классах. He stole money from the church offering plates. Воровал деньги в церкви, когда собирали пожертвования. His dad was a school psychologist. А папа у него был школьный психолог. So I really appreciated my mother-in-law's prayers. Да, и, конечно же, я была очень благодарна за That I would have молитвы children свекрови. just like him. Да. Видимо, теперь это ответ на молитвы свекрови, что у нас такие дети, как ее сын. Я наоборот говорю своим детям, если бы были такие, как я бы вас... Потому что мне повезло с детьми. This is the book with the body keeps score. Но она не на русском. Но вообще Песель Вандерпольк есть статьи на русском, по-русски я читала сама. На эту тему, да? На эту тему, да, про привязанность. Просто если вы наберете его имя, либо доктор Перри, они все равно как лидеры в теме привязанности. Конечно, не очень много пока на русском, но если у вас есть желание, вы можете переводить, выкладывать. One thing I think drives home a lot of what we're talking about, Dr. Perry writes in his book, but I'm going to share a quick, brief synopsis of it. Вот доктор Перри в своей книжке пишет следующее. He had 2 cases of young men. У него были 2 таких кейса с людьми молодыми. And he contrasted the outcome for them. И он противопоставил то, что с ними в конце концов случилось. One boy was born to a mother who ended up giving the baby to her mother. Один мальчик родился у мамочки, которая в результате в конце концов отдала его своей матери. So from birth to about 18 months, he was loved and nurtured by grandma. То есть от 0 до 18 месяцев о нем заботилась бабушка. At 18 months, grandma passed away. 18 месяцев, когда ему было, бабушка умерла. And so the boyfriend of grandma had this 18-month baby and did not know what to do. И муж бабушки не знал, что делать с 1,5-годовалым ребенком. So he thought the best way to maybe raise a baby is how he raised his dogs. И он думал, что, может быть, как вот собачку он свою всегда воспитывал, так и ребенка нужно воспитывать. So he put the baby in with his dogs in the kennel. Он малыша с собаками в конуру поместил. And he fed him like the dogs, and he let him sleep with the dogs. Он кормил его как собак и позволил ему жить с собаками. When Dr. Perry met him, he was about 5 years old. Когда доктор Перри познакомился с этим мальчиком, ему было 5 лет. And he was wild and feral. И он был дикий и
как звереныш. Мало по-русски говорят. So then the boy was taken from the boyfriend and placed with the foster И family. потом вот этого малыша взяли и поместили в семью приемную. And they started working with him as a baby and trying to develop trust with the И они boy. начали относиться к нему как к малышу и пытались установить привязанность. And it was a long, long road, but he ended up becoming pretty normal. Конечно, был сложный, долгий путь, но в конце концов он смог стать более-менее обычным. But he attached to his new family, Он привязался к своей новой семье, went to school, учиться пошел. and I don't know where he is at now, but from the book, he was considered successful. Не знаю, что с ним сегодня произошло, но читая книгу, кажется, что его, как успешный человек получился. The second child was a boy that was born to two loving parents. А второй мальчик родился в любящей семье. They were high-power attorneys in America. Эти родители были очень успешными адвокатами в Америке. And they ended up deciding that they didn't want him to go to daycare. They wanted to hire a nanny to come to their house. И они решили не отдавать его в сад, а нанять няню для него. But what happened is that the nanny came to the house, they would leave for work, Что произошло? Они уходили на работу, няня приходила к ним, and then she would leave and go and work another job. и она уходила и работала где-то еще. So the baby laid during the day and cried, and no one came. Что ребенок был в кроватке один, плакал, и никто не приходил на его плач. She would come home quickly at lunch, feed the baby, and go back to work. Приходила быстренько эта нянечка во время обеда, кормила малыша и уходила опять. And then she would come home at the end of the day before the parents got home, clean the baby up, И потом, когда перед возвращением родителей с работы, она тоже прибегала, мыла малыша. and this happened for almost a year. И целый год вот так происходило. And they thought they had a really easy baby because he never cried. А родители думали, малыш у нас солнышко, не плачет. And he slept a lot. И спит он очень много у них. It wasn't until one day mom got sick at work and came home early И однажды мама заболела и пришла с работы пораньше. that she realized that the baby had been left alone for months and months and months И and она months. осознала, что ребенка оставляли одного уже долгие месяцы. So Dr. Perry started working with this child, И доктор Перри начал работать с этим ребенком тоже. and it was super hard work, Было очень тяжело, but his outcomes were not as good as the boy who was raised like a dog. но результаты с этим ребенком были не настолько успешны, как вот с первым случаем. He does okay, but he still has deep, deep fears. Ну, он неплохо справляется с жизнью, но все равно в нем сидит глубокий страх. And the whole reason that he compares those two is to show the power of the first 18 months of a child's life. И причина, по которой он вообще сделал исследование этих двух кейсов, показать, какой силой обладают первые 1,5 года жизни у ребенка. When you have a strong foundation of attachment in the first 18 months, you can weather trauma better at a later age. Если в первые 1,5 года у тебя есть крепкая, надежная привязанность, значимый взрослый, в последующие годы ты легче справляешься со сложностями. As opposed to having trauma happen while the foundation is being built. По сравнению с тем, что вот в процесс, когда основание закладывается, у тебя вместо основания у тебя закладывается глубокая травма. А я бы хотела поподробнее узнать про второй тип нарушения привязанности, про амбивалентную. Потому что, судя по всему, у меня она больше. А у меня, и в юности, и в детстве были очень много так, она такая как рассеянная, да, все время много друзей. То есть очень близко, да, быстро я выхожу на контакт, но также быстро от этого избавляюсь.
Ну, то есть, как бы все время, это, наверное, страх потери, да, вот этой, ну, как бы каких-то отношений, он все время меня заставляет быстро, ну, уходить самой. И это было как бы в юности. Ну, то есть у меня больше, вот, наверное, амбивалентно, но мне хотелось бы вот как бы поподробнее, что там закопано. So when an infant's needs are met inconsistently, когда у малыша нужды восполняются не постоянно, we struggle to understand then as an adult how to emotionally relate to other people. Потом, когда мы вырастаем, нам сложно понимать, как нам эмоционально относиться к взрослым. Because there are in social rules to relationships. Ну, есть вообще социальные нормы для взаимоотношений. And we learn those from our parents. И мы этим нормам учимся у родителей. And so if our mother's disorganized in teaching us the social map or social rules, если наша мама дезорганизована в процесс прививания нам этих социальных навыков, it's hard for us to navigate later in life social relationships. Нам потом по жизни сложнее вот эти жить в карте социальных отношений. And it might even come down to reading body language, because so much of our communication is not talking. Может быть, даже очень сложно невербальный язык распознавать. And so I might get too close to someone too quickly because I don't understand that implicit social rule because was not taught to me. И, может быть, я так быстро сближаюсь с другими, потому что я не чувствительна к социальным нормам. And I'm not reading the social, the non-verbal communication of someone. И у меня также отсутствует навык развлечения невербальных знаков. It's really good you asked that because I'm going to go into communications. Спасибо, что спросила, потому что мы будем говорить об коммуникации. Сейчас перерыв должен быть, да? Okay. We'll come back and do that. После обеда будем как раз говорить. One of the things, at least, and this is what I like in practice, but also personally. Это то, что я применяю на практике, я люблю этот вопрос, и это также меня лично касается. Medication needs to be used for a short period of time. Таблетки мы используем на короткий период времени. And we like to only prescribe medication when the environment is stable. И мы прописываем медикаментозное лечение только когда окружение стабильно. And that there has been some work on the relationship. И когда ведется работа над взаимодействием, над взаимоотношениями. Because if the environment is chaotic, then we need to fix the environment, not just give a medication. Если окружение, это включает в себя место, людей, условия проживания ребенка хаотичны, нарушены, непостоянны, то не имеет смысла прописывать медикаментозное. And so when we're looking at giving the medication, we're looking at the idea that we are going to calm the brain down so that we can work on the brain. Когда мы прописываем таблетки, целью мы преследуем успокоить мозг, успокоить мозговую деятельность. And then, after we get some things fixed and after the brain's calm, then we take them off the medication. И потом, когда ребенок успокоенный, физиологически ребенок успокаивается, мы таблетки эти убираем. Have you read the side effects of some of the medications that we give Вы children? читали побочные эффекты у этих медикаментозных препаратов? America is one of the countries that has over-medicated our children. Америка относится к числу стран, которые прописывают слишком много препаратов, в том числе детям. And it's because it's easier to medicate a child than to have to do adult attachment interview or ACEs and look at ourselves. Потому что намного проще прописать таблетки, решить эту проблему, решить
поработать с последствиями, снять симптомы, чем решать проблему, чем заниматься РРП, заниматься истинными причинами такого поведения. And when I say that, it's not because I'm saying you're part of the problem. И почему я так говорю? Right, and when I say that it's hard to look at yourself, it's not because I say you're part of the problem. Я еще хочу обратить внимание, что когда мы разбираемся с проблемами, нам нужно очень внимательно присмотреться к самим себе, то есть как к родителям, что мы делаем как родители. И это очень тяжело, это очень непросто. Я не имею в виду при этом, что вы составляете основную проблему данной ситуации. It is saying you're the solution. Я хочу подчеркнуть, что вы являетесь решением проблемы своих детей. So what is difficult is that it is easier to just give a medicine or a pill than to do all the hard work like you guys are doing. Намного проще дать таблетку, чем заниматься тем, чем на самом деле вы постоянно занимаетесь. Let me show you. Вы люди, которые присутствуют здесь, которые мне все равно, которые разбираются каждый день с коренными причинами такого поведения. With a diagram that I use. Not a diagram, but a picture. Использую такую картинку, когда объясняю разницу. Let's think of really bad behaviors we see in our kids. Давайте вспомним примеры экстремально плохого поведения наших детей. I will start. I will say self-harm. Например, нанесение вреда самому себе. What else? Какие еще вы можете назвать? Избегание? Побег. Агрессия. Воровство. Вред другим. Истерики. Вандализм. Алкоголь, курение. Наркотики, секс. What else? Ну это и есть агрессия. Вандализм. Хамство. Okay. Now, I worked in the ICU, and we like to do what's called a differential diagnosis. Intensive care medical unit. Я работала в реанимации, мы сталкивались с разными ситуациями. And we would do a differential diagnosis. И мы взаимодействовали с огромным количеством детей, среди которых были дети с диагнозами. And so a man would come in and be really sick, and we would not know what was wrong. К нам поступали дети, очень-очень больные, и мы не знали, что с ними на самом деле случилось. And so a differential diagnosis would be basically 4 guesses of what might be the problem. И дифференциальный диагноз мог состоять из 4 разных вариантов того, что на самом деле произошло. And so then we would start doing some tests to see which one of the 4 it would actually be. И мы начали проводить специальные тесты, исследования, которые помогали нам определить реальный диагноз. And so we do the same thing with our children. И мы то же самое делаем со своими детьми. We see the symptoms of a problem. Мы перечисляем симптомы проблемы. And it makes our amygdala go boop, boop, boop. И в этот момент миндалевидное тело или миндалина дает сигнал тревоги. And so now we're going to name the problem and diagnose it. So what diagnosis do we give our children when we see these things? И нам очень важно дать определение проблеме, нам очень важно определить, что это за диагноз. Какие диагнозы ставят вашим детям? Reactive attachment disorder. Just do it on the limb. Это РРП. Психопатия. Psychopathy. Девиантное поведение. СТВГ. Психопатия. ADHD. ADHD. СТВГ. Depression.
Биполярное расстройство. Bipolar. Невротические реакции. Schizophrenia. Невротические реакции. Neurotic reactions. Шизофрения. Да. Шизотипическое Do расстройство. you guys have oppositional defiance disorder? Умственная отсталость. No, we don't. Oppositional defiance. Это Оппозиционно вызывающее расстройство, да? Есть такие. We also have one called. У нас называется Okay, I'm just throwing out. We also have conduct disorder. We have. Есть также нарушение поведения. Okay. And so, any other we want to add up here that we. Что-нибудь еще значимое, что-нибудь Расстройство нужно добавить? поведения, да. у нас Conduct есть disorder ЗП, у нас we есть ЗП. We have a very common disorder, developmental delay. That's like ЗПР у нас распространено. Including physical. yes, everything. Everybody's. All right, everyone's developmental delay. Okay, so here we have the symptoms, Итак, здесь у нас симптомы, and now we're going to name them with a differential diagnosis. и мы пытаемся дать им определение с помощью дифференциальных диагнозов. And now I'm going to go ahead up here and I'm going to medicate this. И What are the теперь medications that я your children обращаюсь are к on? врачу, и он прописывает медикаментозное лечение. Whatever they say, you can just write it out. Okay. Ritalin. What are the medications that you guys are prescribed? What? Рисполеп. Risperdal. Ну, нейролептики, в общем. Нейролептики. Neuroleptics. Okay. Как они пишут? Нейролептил. Antidepressants. Неолептин. Пенибут. Ну, не важно. Что, будем за лекарства прям? Например, Сонапак. The suppressants. Okay. Lithium. Да, Ментальное заболевание, литиум, как Okay. ну, такой крутой уже. Okay, so we have the symptoms, we've named it, and now we're medicating it. Итак, сверху симптомы, мы их дали им определение, и нам прописали медикаменты. And what I see as the problem is that then we stop there and we don't deal with what the root of the issue is. На мой взгляд, когда мы останавливаемся на таком решении, мы не обращаемся к корню проблемы. Невосполненные потребности, невосполненные потребности. And so the underlying issue a lot of times is trauma and unmet needs and fear. А в основе всего на самом деле лежит травма и страх. А генетику вы не допускаете? I am so glad you asked that question. Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. So we've always, have you heard nature versus nurture? Когда-нибудь слышали понятие природа как оппозиция воспитанию, заботе? So basically there's a theory that if your nature says that your environment is going to dictate how you become. Природа, nature, да? Nature, sorry, I said opposite. Nurture says your environment says what you will become. Наоборот, забота и окружение – это предопределенность, предрасположенность к определенному поведению, исходя из того, что находится в окружении ребенка. Ну, типа привязанностей, тип семьи, расстройства и так далее. Nature says that it's already inside of you through your genes how you're going to become. Природные склонности
предполагают, что поведение развивается согласно генетически заложенной информации, ну или физиологии. And so what we understand is that it is no longer nature versus nurture. И мы пришли к выводу не так давно, что нет такой оппозиции. It's actually nature dancing with nurture. На самом деле это танго двух этих параметров. And so when we're going to pull up a slide because I'm going to show you. Our children receive half of the DNA from their dad and half from their mother. Дальше будет видно на слайде чуть позже. Получается, что ребенок получает половину набора ДНК от папы, половину набора ДНК от мамы. And so what we know is that it is experiences that actually turn on genes. И насколько мы понимаем, на самом деле наш опыт включает какие-то гены. And so when I'm born and my mother maybe, let's say my father was an alcoholic, but my father also was a very artistic man and he also was athletic. My environment is going to turn genes on by how I'm raised. И, например, я росла в семье полной, но мой отец был алкоголиком, при этом он был очень артистичным человеком, артистической фигурой. И спортсменом. Ну да, и в это же время он употреблял алкоголь. Злоупотреблял алкоголь. И в данном случае мое окружение, тот контекст, в котором я росла, включил какие-то из моих генов. And so I like to use this example. Who's a great athlete in your country? Я очень люблю этот пример. Кто самый выдающийся спортсмен у нас в России? No one? Что, никто? Александр Михайлин. Alexander. What is he? Михайлин это кто? Самбист великий. Sambo fighter. Карелин. Figure skating. Okay, let's do the figure skating one. Давайте остановимся на фигуристах. Okay. What's the name? Плющенко. Lushengard. Did I say that right? Lushengard. Okay. So let's pretend that Lushengard, he was born and he has half his mom's DNA and half his dad's DNA. Давайте представим. Появился на свет... Как его зовут? Lushengard. Евгений Плющенко. Половина ДНК у него от папы, половина от мамы. And what if Lushengard's mom was really worried and did not want him to fall down on the ice and hit his head? Представьте, что его мама постоянно была в тревоге, она постоянно боялась, что он на льду упадет и поранится, да, или разобьется. You can only learn to skate if you hold my hand. И тогда она говорит, ты научишься кататься на коньках только когда ты держишь меня за руку, когда я рядом. And Lushengard was 12. И, например, ему в этот момент 12. And maybe his parents didn't feed him a good diet. Может быть, его не очень хорошо кормили, у него плохой рацион. And then eventually his skates broke and they said, well, we can't do new skates, just play on your phone. В какой-то момент у него ломаются коньки, родители ему говорят, мы не можем себе позволить новые коньки, просто сиди и играй в телефон. And so he became really good on electronics. И он становится профессионалом в электронике, в программировании. Would Lushengard be a famous skater now? В таком случае был бы он великим фигуристом? Нет. Rich environment turns on genes. Разнообразное окружение или правильное окружение или неправильное окружение включает определенные гены. Negative environment also turns on genes. А негативное окружение, негативный контекст способствует включению других генов.
So Blushengard had a positive environment that turned on the genes for him to be an incredible figure skater. Or skater. У Евгения Плющенко было такое окружение, такая семья, такой контекст развития, который позволил ему в результате добиться таких успехов в фигурном катании. But we also understand that environment can turn on genes like bipolar. Но также мы понимаем, что контекст социальный может включить такие гены, как биполярное расстройство, schizophrenia, шизофрения, autism, аутизм, and a whole other wealth of physical and mental problems. И целый набор других физических или умственных расстройств. And you guys saw that in the ACEs study. И вы это видели в исследовании СДВГ? НДО. Now, that does not mean that anyone that has autism had a bad childhood. That's just one of the causes. Но это не значит, что все дети с аутизмом прошли через это. Это может быть одной из причин. And so I think it's really important when we look at our kids to not think that their DNA is going to determine their future. Поэтому мне кажется важным, когда мы думаем о своих детях, планируем как-то их будущее, важно не опираться исключительно на их генетику и ДНК. And now you're probably going to ask me when genes are turned on. Возможно, здесь вы меня спросите, а когда включаются какие-то гены? It's throughout childhood. И это мой ответ, это происходит в детстве, на протяжении всего детства. There are some adults. Is it? No, I was just going to say, but there are also some adults that have had traumatic things happen who end up with a mental illness. Однако есть и взрослые, которые проживают травматический опыт, и он запускает у них механизмы серьезных расстройств. Think of your window of tolerance. Вспомните окно толерантности. How many of you know someone that went out of their window of tolerance because something really bad happened to them? Подумайте, есть ли у вас знакомые или какие-то люди, близкие, не близкие, у кого включилось серьезное расстройство в результате того, что им пришлось сильно выйти за рамки этого окна толерантности. And could not return back. И они не смогли, они застряли, они не смогли вернуться. And so we can have genes turned on throughout life. И получается, что гены могут включиться, могут запуститься на протяжении всей жизни. But I think the main thing to remember is that a consistent and loving home life with your child is actually helping them to turn on the good genes. Но я уверена в том, что атмосфера дома, любящие родители, заботливая семья — это то, что помогает включать, запускать хорошие, скажем так, гены. And if you really want to look up something that will blow your mind, давайте посмотрим на один пример, который, возможно, вас очень сильно удивит. They're doing studies on babies in utero. Сейчас проводятся исследования над развитием плода в утробе, детишками, которые все еще растут в утробе. And they're correlating that if a mom has a baby in utero, her baby's eggs can be affected by trauma. Right. So so mom has a baby in utero. Say that. Итак, развивается плод в утробе, растет ребеночек. They are finding that things like trauma or smoking or alcohol. И sуществуют исследования, которые показывают, что злоупотребление алкоголем или курение или травма во время беременности are not only affecting the baby, не только влияет на развитие плода, but the eggs found within the baby. Но и на яйцеклетки, которые уже формируются у самого плода. Because you are born with all of your eggs. Потому что мы уже рождаемся, женщина рождается с полным набором яйцеклеток. So that always is amazing to me. It's called epigenetics. Для меня это совершенно удивительная, шокирующая информация. Это называется эпигенетика.
And so I think it's important that we understand that this affects generations, and it's why we see cycles in abuse. Я думаю, что это является в какой-то степени ответом на вопрос, почему есть циклы, почему все это передается по наследству, ну, можно так сказать, да, пытаясь это описать. И циклы насилия в семье тоже передаются из поколения в поколение. And so when I go in the jail, I will see a dad and a grandpa and a son all serving a sentence together. Иногда, когда я провожу тренинги или сессии в тюрьме, я вижу, что в одной и той же тюрьме сидит сын, отец и еще и дедушка, все вместе. So they had the genes for addiction and things, and it was turned on by environment. Выходит, что у них были гены, которые делают их предрасположенными к употреблению наркотиков или других стимулирующих веществ, и во всех этих поколениях данные гены включились и проявились. So I want to go back to this because I didn't finish. Из-за окружения, да, А в женской только линии, получается, передается? Line. So the addiction comes from women's line because we talk about the eggs. Right. Exactly. Well, that's one side, but they're also finding, because men, you don't get out on this either. Ну, нет, для мужчин это тоже работает. That children are also affected by sperm. Потому что... Well, like, oh, sorry. So, that there's, what, okay. They're also finding, like, sperm, okay, let me back up, because I'm going to have to explain it. Давайте немножко на шаг назад отступим, мне нужно объяснить. Okay. So, like, fetal alcohol. Например, алкоголизм. We used to think that was from the mother drinking. Мы думаем, что это из-за того, что мать пила. We're also now seeing that there is sperm that is affected from the man that can also cause fetal alcohol effects in children. Но мы также видим, что и папины гены дают этот эффект. And so I think that in the next 10 years, we're going to learn things that completely open our eyes. Мне кажется, что в ближайшие 10 лет произойдет серия открытий, которые откроют глаза обществу на эти проблемы. But as far as it being the mother's line that passes on trauma, it's environment too. Говоря о том, что по материнской линии передается предрасположенность к какой-то травме, вот я хочу подчеркнуть, что это запускается контекстом, окружающей средой и семьей. So it's not just on women. То есть, это не только зависит от женской генетики, которая передается по наследству. Okay, so let's go back to this real quick, so I can finish the question. Давайте быстро вернемся к этому дереву, чтобы я смогла полностью ответить на вопрос. Okay. When we start going to this, когда мы начинаем прием медикаментов, we are basically trying to deal with the symptoms. Мы убираем симптомы, по сути. Instead of dealing with the causes. А на корневые причины никто, получается, внимания не обращает. However, there are some children that need this. Однако существуют дети, которым необходимо медицинское лечение for a short period of time, на небольшое количество времени, на продолжительный промежуток времени. To help calm down the behaviors, чтобы успокоить, снять симптомы, so that we can handle and get to the bottom of this. И в результате у нас появится доступ, появится возможность докопаться до корневых причин травмы, страха и так далее. And America has this highest suicide rate for children in the world. Уровень самоубийства в Америке самый высокий в мире. The number one side effect for antipsychotics and the medication we give our kids. Побочный эффект номер один у психотропных веществ, которые мы даем детям, is suicidal ideation.
это склонность к суициду. And so I a lot of times think that America is driving our children to death. Очень часто я думаю о том, что в Америке мы сами подталкиваем своих детей к смерти. Any questions about that? Есть ли вопросы? Насколько я понимаю, все равно есть какие-то шизофренические проявления или расстройства аутичного спектра, которые на сегодняшний момент считаются неизлечимыми, несмотря на все те условия, которые мы создали, все то количество любви, которое мы даем ребенку, да, то есть все равно остаются вещи, которые исправить невозможно. А есть ли какие-то, какой у вас опыт, как отделить одно от другого? Как отделить работу внутреннюю от того, где уже все, ничего нельзя сделать? I was talking with Elmira at break. Во время перерыва мы разговаривали. And I had to smile because she said, when I started this journey with my children, I thought love could cure things. И когда собеседница мне сказала, что я была уверена, что любовью и привязанностью можно вылечить любую болезнь, любое отклонение, улыбалась. And I think as parents, whether you're dealing with a child with autism, я думаю, что те родители, у которых растут дети с аутизмом, or trauma, или травмой, or schizophrenia, или шизофренией, or any of the other diagnoses, или любой другой из этих диагнозов, we're not going to cure a brain disorder. Не собирались вылечить какие-то отклонения мозговые. We're going to end up reducing their pain and symptoms. Но мы своей целью ставим сократить, уменьшить симптомы, уменьшить проявление этой болезни. And help them live the best life they can with a brain that's been changed. Прожить как можно, да, научить их жить как можно более комфортную жизнь, прожить полноценную жизнь настолько, насколько это возможно для них в данном конкретном случае, с теми функциональными изменениями в мозге, которые у них есть. I have 5 children that I've adopted. У меня 5 приемных детей. I will never cure Я никогда не излечу до конца эту травму. The best I can do is hope that I can help them receive love. Самое лучшее, самое мое большое достижение – это если я смогу им помочь принимать любовь. And trust the world again. И снова доверять миру. And part of that was me getting to a place where I grieved the child I thought I was adopting. Getting to a place that I grieved the child that I thought I was adopting. A place where I Частью этого было, что мне пришлось смириться и оплакать того ребенка, о котором я мечтала. Because the child that I thought I adopted was not the child I brought home. Потому что я-то думала, что я вот такого ребенка усыновляю и привожу домой, а привезла абсолютно другого человека. Because I thought, just bring a kid in my home and I'm going to love them and they're going to be fixed and okay. Я думала, вот я привезу ребенка домой и все, буду его любить и все проблемы исчезнут. And it was a really hard day for me when I determined that I was never the person that was supposed to fix my kids. И тяжелое было осознание того, что я-то не человек, который исправит моего ребенка. There was no medication. Не было лекарств таких. There was no therapy. Терапевта такого не было. There was nothing that was going to repair foundational damage. Не было ничего, что могло бы изменить, переделать основание заложенное. My job was to help go back and start propping up and working in that foundation.
Моя работа заключалась в том, чтобы вернуться вот туда, в прошлое, и начать заново складывать основания. In the attempt to help my child be able to regulate themselves and live a life someday. И целью я ставила, чтобы ребенок смог сам себя успокаивать для того, чтобы жить жизнью здоровой, насколько это возможно, за пределами моего дома. Outside my home. В мире. Any other questions? Есть ли еще вопросы? А можешь спросить, вопрос задать такой? Без микрофона можно, я просто громко говорю. Вот вы своих первых детей, когда начинали растить, вы же этого ничего не знали еще абсолютно. И получилось ли у вас их вырастить без вот этих знаний? То есть выросли они просто... Да. Нет, ну как? So, in order to adopt, I had to take some classes. Ну, перед усыновлением, в любом случае, я проходила курсы. And none of the classes taught anything like this. Хотя ни на одном из этих курсов не преподавали ничего подобного, даже близко стоящего, к тому, о чем мы сегодня говорим. And looking back, maybe the classes did, but I didn't understand it. Ну, может быть, и там что-то такое говорили, но я не поняла на тот момент, о чем идет речь. Because until you have a child like this living in your home, you don't get it. Когда вам пытаются что-то рассказать, когда вам примерно описывают, что будет происходить у вас дома, когда вы усыновляете ребенка, вы не понимаете, до вас не доходит эта информация. I would have never thought that I had a child that could make me want to actually physically hurt them. Мне никогда бы в голову не пришло, что ко мне в дом попадет ребенок, которого бы я хотела физически ударить или навредить ему. I never thought I could have a child that I wanted to send back. Я никогда не думала, что мне действительно захочется вернуть ребенка. I think it was understanding and sitting in it and actually seeing it is when I realized how much I didn't understand and know. И только в процессе стало ясно, насколько я заблуждалась в своих мечтах. So I started training and I started getting education. Поэтому я начала изучать информацию, я даже получила дополнительное образование. And then I started applying this stuff in my home to see what would actually work. И эта информация, это знание я применяла у себя дома с моими детьми, и по сути я проверяла, работает ли это или нет. And there are people that will say this work, and then I would laugh because it would not work. И были случаи, когда мне говорили, вот это точно сработает, а я-то знала, что это не сработает. And so, what I'm bringing to you are the things that have worked in my home. То, о чем я сейчас говорю с вами, это то, что у меня дома сработало. And it worked in other homes. И сработало у других семей. And we're going to get into that stress model. И я сейчас буду говорить о модели стресса. Because it started with me, not my kids. Потому что это вообще мой личный опыт. Это мой личный опыт, даже не опыт моих детей. And so it started with me getting past what I wanted my kids to be. И я прошла через то, чего я не пожелаю своим детям. Meeting them where they were at. И с другой стороны, я удовлетворяла их потребности. And accepting that their brain was altered, but I was going to help it the best I could. И ко мне пришло понимание того, что у них могут быть какие-то нарушения, которые я не смогу излечить до конца, но я делала все, что было в моих силах. And so where my kids are at, I have 2 children that still mommy shop. У меня в семье сейчас растут двое детей, которые до сих пор ищут новую маму. They would go home with you today. Они могут с вами сегодня уйти к вам. I have a child that still is angry and has rages. Один из моих детей очень часто злится, и у него есть приступы агрессии. But I have seen the most incredible progress because the rages are no longer 3 hours long with damage.
Но для меня значительным прогрессом, существенным прогрессом является то, что эти приступы длятся уже не 3 часа, а намного меньше. And now they're like once a month. И случаются всего лишь раз в месяц. And so when you look at it and realize the hard work begins inside you, that's the hardest part because you're the solution. И самое сложное – это работать над собой, потому что я являюсь их лекарством, я являюсь источником решения их проблем. Right. Let's get into the solution. Давайте посмотрим на это решение. So you guys know when, as an adult, you go outside your window. Мы знаем, да, мы вчера с вами говорили о том, что как взрослые, и взрослые тоже выходят за границы окна толерантности. Do you feel in control of your actions at that moment? В этот момент вы чувствуете, что вы контролируете свои действия? When your child drives you outside of your window, do you feel in control of your actions towards your child in that moment? Когда причиной того, что вы выходите за рамки этого окна, является ваш ребенок, чувствуете ли вы, что вы в состоянии контролировать ваше отношение к этому ребенку? I don't. Я нет. Right? Okay. So if that's true for us, поэтому если это и к нам относится, то есть если это работает таким образом с нами, and we're not really conscious or controlling our actions, и мы не осознаем и плохо контролируем свои собственные действия, how much more true is it for our children? Как вы думаете, происходит ли с нашими детьми то же самое? And as a parent, what I've learned is I became obsessed with behavior. Как родитель, я в этот момент словила себя на мысли о том, что я становлюсь одержимой поведением. And let me tell you what I figured out. И давайте я расскажу, что я поняла. I became obsessed with behavior because I went to a fear level because of the behavior. Я в этот момент одержима поведением, потому что из окна толерантности меня выбило плохое поведение. I have an amygdala. У меня тоже есть миндалевидное тело. And it's scanning the environment through threat. И оно сканирует окружающую действительность в поисках угрозы. My child's behavior is a great threat. Поведение, когда я впадаю в детское поведение, это очень большая опасность, угроза. And so then my amygdala is sending an alarm. Поведение ребенка. Да, поведение ребенка моего в этот момент является для меня этой угрозой. So, where did I go? Did you get that? Okay. So, my amygdala sees my child's behavior as a threat. И получается, что поведение моего ребенка является для меня, для вот этого рептильного мозга угрозой. Which means I actually see my child as a threat. И, по сути, мой ребенок представляет для меня угрозу в этот момент. Okay, and so in this state, I am going to start building that behavior up into something that it is extreme. И в этот момент я начинаю поведение воспринимать как что-то выбивающее меня из колеи, зашкаливающее. Because I have my own traumas. Поскольку у меня есть свои травмы. Okay, and so what I want you to imagine, what I'm doing in this moment. И давайте представим, что я делаю в этот момент. Is I have a house that I see and it's collapsing. У меня как будто бы перед глазами стоит дом, который начинает рушиться. And I see the danger in that. И в этом я вижу опасность. So I'm going to run to the house and I'm going to start replacing the walls. И я врываюсь в этот дом, и я как будто бы начинаю менять, восстанавливать стены. And I'm going to fix the windows. Fix the windows. И также вставлять новые окна. And then I'm going to replace the sheets on the bed. А потом мне надо поменять простыни на кровати. And then I'm going to put some spoons in the drawer. Потом положить новое мыло в ящик. Oh, looks like the roof needs replaced. А потом я смотрю наверх и понимаю, что крышу тоже надо ремонтировать. And so that's what we're doing when we look at behavior, because what should I be fixing in the collapsing house? Вот что происходит со мной, когда дело касается поведения моих детей. Но давайте подумаем, собственно, когда дом рушится, с чего надо начинать. I need to be looking at the foundation and what is causing my child to be in this state of collapse. Начинать-то нужно с основания, с фундамента. И
и искать причины, которые побуждают моих детей вести себя подобным образом. And that's really hard when my amygdala is sending out alarm. А это очень сложно сделать, когда миндалевидное тело посылает сигнал тревоги. So if I can actually calm myself in my amygdala, если я найду в себе силы, нахожу в себе силы успокоить себя, саморегулироваться, успокоить этот рептильный мозг, I can look at the collapsing house, я смотрю на рушащийся дом, and know that I don't need to worry about the walls, и я понимаю, что дело не в стенах, the spoons and the sheets on the bed, и никакие простыни, никакое мыло не имеют здесь никакого значения, or the roof, или даже крыша, or any of those things. И все вместе взятое. I need to wonder what is the state, why is my child in this state? What has happened? Мне нужно задать себе вопрос, почему мой ребенок сейчас находится в таком состоянии, и что с ним случилось. Alright, so let's start getting into behaviors and how we can respond to them. Давайте теперь перейдем к секции, которая будет описывать поведение и как мы можем реагировать на различные виды поведения. Stress model. Keep going. Okay. Remember we started this yesterday? The stress model. Модель стресса, мы вчера успели ее обсудить. Okay, so we know all behaviors arise from an unconscious fear state. Итак, мы теперь знаем, что любое поведение возникает из состояния стресса. And so our kids left the window, and they're not conscious that they've left the window, the window of tolerance. И когда дети наши вылетают из окна толерантности, они об этом ничего не знают, они не понимают этого. There are two primary emotions, love and fear. Существуют две основные основополагающие эмоции – это любовь и страх. And then children with severe behaviors do not consciously choose to act out that behavior. И третий постулат, что дети с трудным поведением неосознанно его выбирают. And then we add one more principle to this. И я предлагаю добавить еще четвертый принцип. Negative and positive feedback loops exist beyond our conscious awareness. Негативные и позитивные цепочки поведения существуют помимо нашего сознания. So remember that. So that fourth principle is that we have negative and positive feedback loops. Помните, да, мы говорили о позитивных и негативных цепочках, реакциях поведения. Right. So let's talk about behaviors that we see in kids and how we can respond, understanding the stress model. Давайте посмотрим, как мы можем, какая ответная реакция требуется в той или иной ситуации того или иного поведения у наших детей. Does this kid look familiar? Мы эту картинку помним же, да? Just his emotion. Вот об этой эмоции мы поговорим. Okay. So let's talk about a behavior you're seeing in one of your kids. Давайте поговорим на конкретном примере о ком-то из ваших детей. Screaming, yelling. Screaming, yelling, fit. Okay. Поведение. Aggression. So she wants to talk about like aggression, right? Давайте поговорим об агрессии. Right. Let's go here. Oh, where did my slideshow go? We're changing. We're correct. Oh, okay. All right. Can I use you as an example? Можно я буду использовать тогда этот пример? Come on in. И выходите к нам. Okay. So go ahead and tell us what your child is doing. Теперь, пожалуйста, расскажите, как ребенок проявляет эту эмоцию. Пришла домой со школы, допустим, все хорошо, нормально. Не слышно ничего. Пришла домой со школы, все хорошо, все прошло хорошо, через 5 минут она может залететь на кухню. Я собираюсь и ухожу, все плохо. Куда ты ходишь, зачем? И начинается. Полетели стулья, полетело все, что лежит на столах.
кусается, щипается. Ей только что исполнилось 9. 8 лет, 1 год это происходит. Да, то есть дерется, бьется, ну, такая вот агрессия. Только против меня. Ничего. А в семье сколько? Сколько она в семье находится? 11 месяц пошел. Ну, это практически с самого начала. All right, so all right, are we going to help? Let's see. What the first thing that she needs to do in this moment? Давайте разберем эту ситуацию. В первую очередь, в данный момент, что нужно сделать? Is she's going to calm her amygdala. В первую очередь, маме нужно успокоиться, саморегулироваться. And make sure she's regulated herself. Убедиться в том, что она пребывает во взрослом состоянии в границах толерантности. Okay, now, I would love your ideas now for the relate part. Let's figure out the relate part, which is, relate is child's history. 1, 2, 3, 4. Поделиться своими мыслями относительно второго пункта, да, связь поведения с историей данного ребенка. Какие ваши предположения? So what do we need to know? Ну, она бунтует против чего-то. Может, даже против появления в семье. Проверяет маму на прочность. We need to know her experience. Нам нужно обратиться к ее прошлому. У данного ребенка еще не прошла адаптация, тут мало что говорить. Они еще не притерлись друг к другу. Сколько детей? How long do you guys think adaptation takes? А сколько, как вы думаете, длится адаптация? Лет иногда до 3. I would say that's pretty long. I mean, I think adaptation takes a while. But I think by 11 months, she's got a pretty firm hold, but she's got a history that we're going to look at. На мой взгляд, 2-3 года это слишком долго. Конечно же, адаптация требует какого-то времени, но к 11 месяцам в семье уже у ребенка вырабатываются и привязанность, и определенные эмоции, и здесь важно. А скажите, она у вас одна в семье? Или они сразу трое? Да, 3 сестры. Ну вы скажите, что. А остальным скажите? 8, 9, 10. Это 3 сестры, которые появились в семье, когда им было 8, 9, 10 лет. До этого они также жили вместе. And so tell them. Мы вторая приемная семья. Первая семья биологическая, я особо ничего не знаю, кроме того, что пили наркотики. А это один ребенок или один только такой. Такой только один. Я так думаю, что причина Средняя девочка. Потом их папа отсудил у мамы, потом умер братик у них на руках, и забрали детей, потом забрала приемная семья, мама убежала, папа бил маму, папа спился, забрали, мы приехали, забрали. Вот история. Теперь я понимаю уже, что да, история, ну, после лекции. Нет, ну а в школе какие? Нормально. Истерика только после школы, когда... Нет, ну это пример я привела. Истерика может быть вечером, и утром, и перед школой, и перед сном, хотя весь день может быть совершенно нормально. Вот пример попросили, вот пример. Только на вас, да? Только на меня. На мужа нет. А когда муж дома с вами? Все равно, только на меня. Вот это начинается все. А вы не думаете о том, что она может приходить к вам завязаться, но она боится, потому что у нее все вот эти вот истории были связаны... Ну, конечно, я об этом думаю. Конечно, я об этом думаю. Ну, я вот попросили пример, а что происходит в доме. Вот это мой И пример. она очень заранее все разрушит, потому что она боится, что вы точно так же, как кажется. Ну, понятно. Конечно, я об этом думаю, естественно.
Мне хочется знать, вот что делать в этой ситуации, поэтому я вышла сюда со своим примером. Да, потому что, вот как она рассказывает, я со временем, там, через час-два, она не останавливается, уже мое окно, уже давно вы там, да, я уже давно вы там. И поэтому, да, что делать в такой ситуации? Вот до этого я спросила у нее, что тут очень просто закрылось. So let me talk. Okay, so the first thing I would do is you can track behavior for a week. I would want to every Для time начала я бы вела дневник этого поведения. Every time she goes into hysteria, I'm going to put the time of day, but I'm also going to put what's called the antecedent, or what happens right before. В данном случае я бы записывала, когда началась истерика, сколько она длилась и что является поводом этой истерики. Предшествовало непосредственно перед наступлением этой истерики. Because this child has layers and layers and layers of trauma. У этого ребенка, очевидно, существует много разных уровней травмы. So it could be, she could be being triggered by a smell. Возможно, запускает этот механизм просто даже какой-то запах. Or a sound. Или звук. It doesn't necessarily mean it's a time of day. Не обязательно я имею в виду, что это будет время дня, время суток. And so that's why it's so important that we are a behavior detective when we do these things. И получается, что нужно здесь выступать в качестве следователя по поведенческим мотивам, по поведению, для того, чтобы определить структуру нарушений. I'm going to look for patterns in behavior. Здесь я бы поискала шаблоны в поведении. Because there's going to be a pattern. Потому что наверняка есть этот шаблон. It might not seem like it when it's at different times of the day, but you're going to find something that's going to have her tripping into this psychosis. Я понимаю, что, скорее всего, это происходит в разное время суток, но мы должны, как детективы, докопаться до некой схемы, некоторого шаблона поведения. Что именно запускает приступы психоза? And then what I would do is, when she is not in psychosis, я бы сделала следующее, когда она не в приступе, I'm going to talk to her about what is happening. Я бы поговорила с ней, а что происходит. I'm going to say something like, remember yesterday, right after lunch, you completely freaked out and broke a bunch of things. Я бы ей сказала, помнишь, вчера после обеда ты пришла в ярость и ты разбила тарелки на столе. I know that you do that because you are scared inside. Я знаю, я уверена в том, что ты это делаешь, потому что ты очень напугана внутри. And I know that comes from the fact that you are now in your third home. И я знаю, что, скорее всего, это случилось из-за того, что ты уже поменяла третью семью. Because but I want you to know that it is not your fault that you're in your third home. Но я хочу, чтобы ты знала и понимала, что это не твоя вина, что это что ты уже находишься в третьей семье. And when you're upset and you're hurting like that, I'm going to sit in the room because I want you to know that I love you and I'm here with you. И я хочу, чтобы ты знала и запомнила, что когда у тебя будут случаться такие приступы, я буду находиться с тобой в одной комнате, я буду с тобой рядом, я тебя люблю даже в этот момент. And slowly, after every time, and you're going to keep talking about her losses and her traumas. И медленно, с течением времени, когда вы проговариваете ее травматический опыт, когда вы принимаете, проговариваете то, что она очень много пережила и потеряла, and you're going to name them to her and tell her again and again, this was not your fault. И вы называете ее эмоции, называете это словами, вы разговариваете с ней и постоянно подчеркиваете, что это не ее вина. And in my home, you are safe. И постоянно подчеркиваете, что в этом доме, в моем доме или в нашем доме ты в безопасности. Because remember the two things that affect a kid with trauma is their sense of value and their sense of safety. Помните, что две вещи, две причины очень сильно задевают травмированных детей. Это чувство безопасности и чувство sense of safety.
and value. Чувство ценности. They don't feel worthy of being loved, and they don't feel safe in their body. Получается, что они не чувствуют свою ценность, не осознают свою ценность, потому что их любят. То есть им кажется, что их не любят, и они не имеют никакой ценности, и это для них небезопасно, это для них тревожно. Then the last thing we're going to do is we're going to co-regulate. И последнее это сорегуляция, то есть совместные поддержка родителя и попытка научить ребенка справиться с этими эмоциями. А можно пример противоположный? Okay. So the whole job is that she starts to, co-regulation is about understanding when I feel this way, it makes me leave my window. Сорегуляция. As a parent, I'm teaching her this. Сорегуляция начинается в тот момент, когда я делюсь своим собственным опытом. Я говорю, что я тоже выхожу из себя, я тоже теряю терпение, и я умею с этим справляться таким-то и таким-то способом. So I'm going to co-regulate not only with my body in the moment, by being in the room. И сорегуляция — это не просто находиться в этот момент в одном помещении с ребенком. I'm going to co-regulate with my words later when I talk to her about when you feel this way, you can come to me. Но и сорегуляция также продолжается какое-то время спустя, когда я проговариваю все это, когда я говорю ей, что я здесь вместе с тобой, ничего не бойся, я тебя поддержу и не брошу. Because remember, our kids don't realize their emotions and feelings, they're just reacting. Помните, что наши дети не осознают свои эмоции и чувства, они просто реагируют на что-то. So we're going to name it, right, to tame it. А мы уже даем определение, мы подбираем правильные слова под эти чувства и эмоции, и таким образом мы их утихомириваем, усмиряем. And I know there was a question in the back. Я знаю, что был вопрос сзади. Да, я хотела добавить, у меня... Можно? Я просто хотела немножко добавить. У меня была точно такая же истеричка, как вот предыдущие мамы, которая меня устраивала не меньше 5 скандалов в день. И первый с утра там колготки не нашлись. Но самый ужас это был уроки. То есть уроки это был просто кошмар. Ребенок падал в обморок раньше, чем открывал дневник. Все там страшно, это невозможно, все. И, в общем, какой-то был момент, когда я ей пообещала киндер-сюрприз за то, что она не будет вот неделю орать во время приготовления уроков. Никто никогда в жизни не совершал более выгодной сделки. То есть за 60 рублей в неделю я получала ребенка, который спокойно делал уроки. Причем у нас был календарь. И вот что там было важно, что есть не с понедельника по пятницу, а вот в понедельник сорвались, нарисовали грустный смайлик в календаре, начали со вторника. Вторник, среда, четверг, в пятницу задают, в понедельник кончилась неделя, и мы идем за киндером. То есть у нее всегда была возможность начать с завтрашнего дня. И это было настолько видно, что вот ребенок уже собрался уйти в разнос, я такая подхожу к календарику, начинаю рисовать, смотрю, нет, я уже собралась, все, я молодец. То есть я-то думала, что я просто киндеры покупаю, я, оказывается, окно толерантности расширяю ребенка. И потом уже вот этот опыт, он перенесся на другие сферы жизни, то есть сейчас у нас там пара истерик в месяц, и это просто не сравнить с тем, что было, когда ребенок только приехал. Наказывать было совершенно бесполезно, а вот положительное подкрепление – это то, что с нашими детьми, видимо, работает. И очень полезная книжка «Не рычите на собаку». Кто еще не читал, почитайте, там про все это есть. На продрессировку, но с нашими детьми работает отлично. Кэрон Прайер. Можно? А я противоположную хотела. Вы знаете, у нас было то с нашей старшей дочерью вообще она. Кстати, на меня она никогда не было ничего, вообще, только на жену реагировала. И вот при очередном такой истерике, мы уже в отчаянии остались, как ее успокаивать. И вдруг я включил телефон и стал ее записывать. И потом раз ей показал, и вы знаете, вот тут вообще как будто отрезала. Она себя увидела со стороны, ей очень это не понравилось. У нас это сработало. Потом, когда взяли вторую помладше, то же самое началось, опять уже показали ей со стороны. И
и у нас нет истерик. Я не знаю, почему это работает. А можно мне? Вот у нас так было, с 2 дочерьми и все. Они увидели себя со стороны. So that was lucky because that could also backfire a little bit. Спасибо, но я бы сказала, что вам повезло, потому что могут быть и совершенно противоположные. Вот у нас так было тоже, в один раз общали ребенка на видео, он так взбесился, что чуть нас не убил. Просто он взбесился по-настоящему. И вот мне интересно, вот скажите, Стейси, как реагировать, если ребенок реально бьет мать, и после этого надо ли говорить ему, что это совершенно недопустимо? Ну, о каких-то границах, таких о больнице или там каких-то лишения свободы, то есть когда он причиняет действительно то, что недопустимо в обществе, но он все равно срывается на это. И хотя я и спокойно, и предотвращаю, но все равно после этого надо как-то особенно проговаривать это, если он не смог держаться. So when we're looking at safety with the question about like that. Здесь вопрос касается безопасности. And so what's hard for me is what I would do in the United States. I don't know that you guys have that here. И в Соединенных Штатах я бы сделала кое-что, но я не знаю, есть ли у нас в России такая возможность. When I work with parents who tell me their child threatens to kill themselves, когда я работаю с родителями, дети которых угрожают покончить жизнь самоубийством, has physically become aggressive and hit them, либо физически наносит побои родителям, or the father, маме или папе, what would happen is they would need to, we would call 911 because we honor the threat. В этот момент мы вызываем 911, потому что мы регистрируем угрозу жизни и здоровью. Because the natural consequence in our world when you attack someone or when you say you're going to kill yourself, I need to honor the threat that you're actually going to do that. Потому что естественные последствия такого заявления, такой угрозы, это то, что ребенок действительно сейчас это самое и сделает. And the natural consequence is that you need, I can't keep you safe if you're going to kill yourself, so I need you to go to the hospital. Еще добавлю, что просто здесь нужно быть, если ребенок чем-то угрожает, нам нужно относиться к этому серьезно. Вообще в мире это работает, если он кому-то будет угрожать, будут серьезные последствия. Поэтому в этом случае тоже она относится к этому очень серьезно и учит других относиться к этому серьезно. But let me tell you what the hospital would look like for my child. Ну и поэтому, если ребенок угрожает мне, что он совершит самоубийство, я звоню в 911 или в полицию, если меня угрожают, и будут последствия. Давайте я вам расскажу, как будут выглядеть последствия в больнице. Какие вы Вот, она сейчас расскажет. Она говорит, поэтому она сказала, я не знаю, в России это работает так или нет, вот как это в Америке происходит. The hospital would take my child in and they would be loving and caring towards my child. То есть они заберут моего ребенка, будут к нему относиться с уважением и с любовью. They would make sure that a psychiatrist would clear them to not kill themselves. То есть с ребенком поработает психиатр, психолог, который в больнице, который убедится, что мой ребенок действительно не будет себя убивать, что у него не настоящая суицидальная наклонность. If it was harming others, the police might come and talk to them and really strongly talk about what's going to happen if they get called again. И если он угрожал насилием другим людям, и я вызвала полицию, полиция приедет и очень серьезно, поговорив, расскажет, что с ним произойдет при повторении такого же поведения, при угрозе повторной. And so they would receive help and mental health services within a hospital setting. То есть, even if he threatened to kill you, they'll be taken to the hospital. Yes. Okay, но да, в этот момент пропустила, что его даже если он угрожает, что он вас убьет, его тоже в больницу отвезут, и с ними психиатры, психолог и полицейский в больнице поговорит, и в принципе они получат необходимую помощь вот в стенах больницы. Because they would want to figure out mentally what was going on.
Потому что больница хочет разобраться, действительно ли там на психическом уровне все нормально. Let me clarify, not threaten to kill you, and physically attack you. Да-да-да, не то, что он угрожает мне больно сделать, а он действительно нападает на меня и делает мне больно. Уже нападает, да. Вот, его увезут в больницу и там протестируют. А если нападает? Да-да, нет, не угрожает. Угрожает самоубийством, но физически нападает, да, извините. And so when I look at a child and I realize there is a threat to safety, и когда я смотрю на ребенка и вижу, есть угроза безопасности, then I need to make sure that I am keeping everyone in my home safe, including my own child. И моя ответственность в том, чтобы обезопасить всех остальных в семье и этого ребенка тоже. And part of that is keeping the child that's threatening safe from themselves. И часть этого защитить ребенка от самого себя. И что вот Потом вернулся? Okay, so which one, which scenario? The suicide one? Yeah. Okay. So, какой сценарий, какая была угроза? Когда он нападает. Когда нападает? Нет, вот я сейчас хочу рассказать о своем ребенке, это вот противоположный опыт. Давай потом, давайте время мало до обеда. Мне кажется, надо дальше. let me just give an example. Давайте я сейчас приведу пример, свое расписание, свое время. I had a friend, a lady that I worked with, whose child kept saying, "I'm going to kill myself." У меня были друзья, знакомые, у которых в семье жил ребенок, который постоянно грозился покончить жизнь самоубийством. And she would threaten and say, "I'm going to kill myself if you don't do this." И она постоянно угрожала: если вы вот этого чего-то не сделаете, я себя убью. Okay. Well, as a parent, or as the parent, she needs to honor the threat of the child saying, "I'm going to kill myself." Как родитель, она должна серьезно относиться к этой угрозе, к угрозе самоубийства. And what that means is that, okay, you're going to kill yourself, I have to keep you safe, you're going to the hospital. И тогда она отвечает ему следующее, или ей: хорошо, если сейчас ты покончишь жизнь самоубийством, я за это отвечаю, я отвечаю за твою жизнь и безопасность, и поэтому мы с тобой едем в больницу. Точнее, тебя забирают в больницу. For a suicide threat, it is mandatory for children that they hold them 72 hours or at least 3 days. И в данном случае, когда ребенок угрожает покончить с собой, в больнице его обязаны задержать как минимум на 3 дня или на 72 часа. During those 3 days, they're evaluated by a child psychologist. Все эти 3 дня за ним ведет наблюдение детский психолог. Psychologist. Психолог. If the child is suicidal, they will keep them for treatment. Если ребенок проявляет склонности к самоубийству, то его оставят в больнице и проведут лечение. If the child's not suicidal, they'll do what's called outpatient or outside therapy. Если ребенок не проявляет действительной склонности к самоубийству, то его будут лечить амбулаторно. But that also tells me whether my child is truly wanting to kill themselves or whether or not they are trying to use it to manipulate. Но здесь важно разбираться, понимать, что на самом деле стоит за этой угрозой. Они действительно собираются покончить жизнь самоубийством, или они манипулируют взрослыми в этот момент. But either way, the foundation is what we're working off of, the fear. We're figuring out why they're in this state. В основе такого поведения лежит страх. Did you want to? Go ahead. У нас немножко не так. У нас немножко не так в России происходит, то есть когда ребенок угрожает суицидом, вызываешь скорую, да, когда, допустим, моя открывала окно 14 этаж в попытке прыгнуть, уже после того, как она много раз резала руки, я вызывала скорую, мне говорили: вы уверены, что вам нужна скорая? Мы ведь повезем в психиатрию. Я говорю: да, я уверена, у меня ребенок прыгает в окно. Нет, 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 вы подумайте, вам точно надо в скорую сейчас, вам точно нужно ее забрать, мы увезем в психиатрию.
В итоге увезли в психиатрию. Неделю ребенок лежит в открытой палате, которая, вернее как, она закрыта со всех сторон, там только кровати, от 6 до 12 детей в палате, голые стены, ничего нет, просто железные кровати и стеклянная стена. Дверь закрыта, ручки нет. В туалет они ходят с врачом, то есть их везде за ручку водят. Неделю они лежат вот в такой палате закрытой. Потом неделя проходит диагностика, психиатр смотрит, психолог разговаривает. И через неделю переводят в отделение, где уже их лечат. Но в этом отделении находятся дети, и у которых вот расстройство поведения, и те, которые действительно психически больные. То есть дети с расстройством поведения, с депрессией наблюдают и шизофреников, и вот разные отклонения, когда и в стену вот бьются, да, прыгают. То есть на мою лежат 1,5 месяца минимум. Не неделя, не 2. Не 3. В 6-й. Да, в 6-й в Москве лежал. Нет, 3 дня не отделаешься. Если попытка суицида, это 1,5 месяца минимум. А сохранились потом у нее... Но потом мозги встают на место, когда они видят в смирительных рубашках, когда они видят, что там днем и ночью крики, вот именно психически больных детей, да? Потом мозги встают на место. Нет. Она, когда мы поступили, она говорила, да, я жить не хочу, все, я прыгаю в окно, режу руки, но через неделю, вот неделю она пролежала в этой палате, где вообще никуда, в туалет за ручку, она сказала, нет, я просто... Да, я просто хотела, типа, так поиграться, да. Вот. Нет, она не больна, хотя говорили, что там в роду шизофреники были, но в итоге диагноз не поставили. Все, вот прекратилось. Нет, потом пару раз резала руки, но вот эту сторону, как психологи говорят, что это не попытка суицида, а просто показать, что, да, привлечь внимание. It's hard to answer those questions with different systems. Это довольно сложно отвечать на данный вопрос, при том, что у нас разные совсем системы и подход. I think the underlying message that, as a parent, that I give when there's attempting to harm someone or self-harm. Я бы сказала, что основной посыл, который я бы хотела донести до ребенка, который мне угрожает с попыткой самоубийства, is you have to, number one, create safety within the environment. В том, что в первую очередь мы создаем безопасное окружение, безопасную среду для них. And that is making sure they don't have access to things to kill themselves. Это включает в себя следующее. У них нет доступа к предметам, с помощью которых они могут совершить самоубийство. And that you're watching them. И вы за ними постоянно наблюдаете. Also, creating safety for yourself and a child that might be harming you. Также взрослые должны себя обезопасить, чтобы ребенок не нанес вреда другим членам семьи. And that might be through video cameras. Можно установить видеонаблюдение, например. And alarms on doors. Или сигнал на двери. And in a therapeutic home or a home that specializes in really big behaviors in kids, that is acceptable in the system to do. Therapeutic homes that work with the hardest kids. Либо же можно поместить их в специальные заведения, которые предлагают психическую терапию, психотерапию подобных случаев. У нас такого нет. Нет, она посылает специализации на двери в профессиональной семье, которые в специальный период такие сложные вещи. Сигнализация, да, на двери. В случае, если сигнализация сработает, то ребенка забирают в специальную семью, которая обучена, тренирована. Нет, так. Она просто говорит о том, что все равно это наша ответственность заботиться о безопасности ребенка и всех членов семьи. И что вам нужно, то и делайте. И в Америке
такие дети тоже в фостерных семьях, тоже их же не закрывают в психушке, то есть они живут в семьях, ну там устанавливают сигнализацию, не такой там вы, а что дверь открылась, звук, мама знает, что ребенок вышел из комнаты, например, посреди ночи. Эти сигнализации можно купить по интернету, видеокамеру установить, то есть вы делаете то, на двери там замки, ее идея, то, что вы обеспечиваете безопасность для ребенка и для всех остальных. И для себя. Просто у нас нет таких терапевтических домов, это специально обученные семьи, куда их отправляют. Вот Let me give you a quick example. Например, we had two foster children. One was a 10-year-old boy and one was a 6-year-old girl. У нас был 10-летний мальчик, 6-летняя девочка. The 6-year-old girl would scream and rage every single night and then at different times during the day. Посреди ночи вот девочка визжала, кричала всю ночь и там в течение дня тоже периодически. She hated herself, did not want to live. Себя она ненавидела и жить не хотела. And even with therapy, we were not getting anywhere. И несмотря на все наши усилия терапию, прогресса не было. And the rages would last for 3 hours or 4 hours, and it was violent. И вот эти агрессивные, злые такие истерики по 3 часа могли длиться. And all of the tools were not working. Ничего не помогало. Until I started trying to relate more or figure out more of her history. До тех пор, пока я не стала копаться в ее прошлом, что же там такое произошло с ребенком. And what I found out is that her brother had been taught to molest her prior to coming to the home. И то, что я узнала, что ее брат совершал сексуального вида извращение с ней до того, как она вот ко мне попала. And so we sat with her and we talked about that. Мы сели с ней и говорили на эту тему. And said, we know now that you are scared and angry because your brother touched you when he should not have. Мы сказали, что ты напугана и в ужасе из-за всего, что с тобой произошло, что брат тебя трогал так, как нельзя было тебя трогать. And we know that inside it scares you because it probably felt good. И, наверное, внутри ты напугана, потому что, с одной стороны, тебе нравилось то, что происходило. Even though you know, been told that it's not okay for someone to touch you. Хотя тебя вроде бы все окружающие учили, что так нельзя позволять, чтобы к тебе прикасались. And we started processing this with her. И мы стали разбирать с ней все это. And we saw the rages stop. И мы увидели, что вот эти приступы агрессии прекратились. And she stopped wanting to hurt herself. И она перестала себе вред причинять. But there was also somebody else in this that needed to be dealt with. Но во всем этом был еще один человек, с кем нужно было разобраться. We sat with the 10-year-old brother. Мы с 10-летним братом сели. And he cried and said, I had hoped she wouldn't remember that I did that to her. И он просто плакал и говорил, я очень надеялся, что она ничего этого не помнит. And so what ended up happening was alarms had to go on doors. Что произошло? Нам нужно было установить дверь на сигнализации. So that she felt safe, that no one was going to come in her room. Для того, чтобы она чувствовала себя в безопасности, что никто в ее комнату не зайдет без ее ведома. And there was a lot of processing and work that had to be done between the two of them. И пришлось очень много работы для того, чтобы наладить все, что вот произошло между двумя этими детьми. Because when we punish scary behaviors, we are actually shaming our kids. Когда мы наказываем поведение, вызванное страхом, мы навязываем чувство вины и стыда своим детям. She was trying to tell me, I've been hurt, I've been hurt, I've been hurt. Она пыталась мне сказать, мне было больно, мне сделали больно, мне больно. And when I finally figured out what she was screaming to me through her rages, I was able to actually help her. И когда до меня в конце концов дошло, что она пыталась через свои истерики мне сказать, я смогла помочь ей.
Your kids never wake up in the morning and say, I am going to act like a total shithead today. Ваши дети не просыпаются утром с настроем, что сегодня я буду себя вести как настоящий говнюк. I want to ruin my mother's day, and I want things to be bad for everyone around me. Я хочу, чтобы у всех здесь жизнь была полный разгром, и я вообще испорчу жизнь своей матери. Он так не думает, когда он просыпается. The hard work is understanding the relate part. The hardest part in all of this is relate. Самое сложное вот во всем, о чем мы с вами говорим, это найти связь в прошлом. Because we sometimes don't know history. Очень часто мы вообще не имеем понятия, что там произошло. Yes. So if she doesn't want to talk to me or anybody about it, А что, если она не хочет говорить со мной о своем then прошлом? therapist only or how? Do I still keep talking to Мне her? продолжать пытаться She что-то shuts down and говорить? starts talking about I love this question. Let me tell you Хороший why. вопрос. I think Dr. Perry is the leader in understanding children's brains. Думаю, что доктор Перри является лидером в понимании детского мозга. And I went to one of his conferences recently. Была на одной из его конференций недавно. And he talked about the children that he was working with in his practice. И он рассказывал про детей, с которыми он работал. And he looked at long-term outcomes for the children that had been coming and getting therapy. И он смотрел на последствия в жизни детей, с которыми он проводил терапию. And the results surprised him. И он удивился результатом. The children who were doing the absolute best and were the most well-adjusted, well-connected, well-attached kids. И дети, которые очень легко прошли через все этапы терапии, у которых привязанность сформировалась легко, were the ones that lived the farthest away from his clinic. Были те, которые жили очень далеко от его клиники. Because they had to sit in a car to drive for 2 hours with a parent there and back. И связано это было с тем, что для того, чтобы приехать на терапию, им нужно было 2 часа сюда доехать, 2 часа обратно доехать в машине с родителями. You have the power to help your kids. То, что он хотел сказать, что сила исцеления детей у родителей, не у терапевта. You have the words to help them build their history. У вас власть относительно того, как они будут свою историю выкладывать. And you're not going to re-traumatize them because they're already traumatized. И вы не сможете травмировать их еще раз, потому что они уже травмированы. So by saying, I know your brother touched you and it felt good, well, that happened. И я сказала, что я знаю, что твой брат тебя трогал, и тебе было приятно. Но просто это был факт, это произошло. And by telling my son, your mom hurt your head when you were a baby, he knew that. И то же самое, когда я сказала своему сыну, что твоя мама причинила тебе вред, когда ударила тебя головой, я сказала то, что было. Я ничего нового не придумала. And so how do we know our kids' history? А как мы знаем прошлое своих детей? If they come without any history. Если они приходят с чистыми листами. So we look at behaviors. Мы смотрим на поведение. And we understand that certain behaviors sometimes attach to certain histories. Мы понимаем, что некоторое поведение обусловлено некоторыми происшедшими вещами. And so I understand with children that have had sexual abuse. Я понимаю проявления в поведении детей с сексуальным насилием. They will sometimes play in their poop. Иногда они будут играть своими какашками. They will act out sexual acts during their play. Иногда игрушками, когда играют, могут сексуальные моменты проигрывать. They will insert things into their rectum or their private parts. Они в органы внутренние засовывают вещи. They may seem over-sexualized or overly affectionate. У них гиперсексуализированное поведение, или они проявляют нежность слишком много.
And again, these are just symptoms that we see, and we can't say for sure off that. But I just had a 3-year-old in my home. И опять же, это просто симптомы, которые мы прям не можем сказать, но это симптомы. У меня, например, был 3-летка дома. That smeared her poop. Какашки везде размазывала. Would rage for 2 hours every time it was bedtime. 2 часа в истерике билась перед сном. And would make baby dolls lay on top of each other and do things. Куколок друг на друга складывала и играла так. And so I know that that's not normal to do. Я же понимаю, что для 3-летнего ребенка это ненормально. And so that's when I went to a therapist and said, I think this has happened. И потом я пошла к специалисту и сказала, я думаю, что произошло вот это. Here's what I'm seeing, and then I tell him the symptoms. Я говорю терапевту, вот что я вижу, и проявления, симптомы описываю. We will never prove she was sexually molested. Конечно, мы никогда не докажем, что она испытала сексуальное насилие. So I'm not going to build that into her story. И я не буду это придумывать и рассказывать. But I can say, I know that someone has hurt you. Но я могу сказать, что я уверена, что кто-то причинил тебе боль. And it's not your fault and you're not to blame. И это не твоя вина, ты не можешь себя винить за это. And I think for me the hardest part is that children, and I've had kids, that have been sexually molested before they're verbal will never be able to tell. И я знаю это из собственного опыта, что дети, которые испытали сексуальное насилие в возрасте до того, как у них были слова для того, чтобы описать, что с ними происходит, они никогда не смогут выразить, рассказать вам об этом. But they know. Но они знают. I taught a conference last year and a 40-year-old woman stood up. В прошлом году была вот конференция, и встала 40-летняя женщина. And she said, I want everyone in the room to understand that children or babies know. Я хочу, чтобы все в комнате понимали, что дети знают. My whole life, I have felt that there's been something wrong inside of me, a darkness inside of me. Всю свою жизнь я понимала, что что-то со мной не так, и во мне есть какая-то грязь, темнота. And I asked my mom, did something happen to me when I was a child? Я спросила свою маму, а со мной что-то произошло такое, когда я была маленькая, ужасное? My mom said no. Мама сказала нет. Well, I had a really bad bout of depression where I couldn't get out of bed for 2 weeks. И вот 2 недели у меня был такой сильный приступ депрессии, что я не вставала с кровати. And I said, Mom, I think something happened to me when I was a kid. Опять сказала, мама, я думаю, что что-то со мной произошло, когда я была маленькой. Or I am just a very damaged person. Или я настолько вообще травмированный человек. And her mom started crying and said that when she was 2, ее мама начала плакать и сказала, что когда ей было 2 года, that the babysitter's husband had sexually molested her. Муж няни сексуально надругался над ней. But they went ahead and moved to another town and decided not to prosecute. Но родители переехали просто в другой город и решили забыть обо всем этом. Because they didn't want their child to live with a history. Они не хотели, чтобы у ребенка это было в истории записано. Ну, как бы, чтобы с ребенком был связан этот инцидент. And they thought she was too young to remember. И они подумали, что она слишком маленькая, чтобы даже помнить об этом. And so our kids do remember. И вот эта женщина, 40-летняя, сказала это на конференции, чтобы люди понимали, что дети запоминают, дети помнят такие вещи. And so this mom said, I hope everyone makes sure they tell truth, speak truth, and help kids build their story. И она просто сказала, я надеюсь, что каждый родитель будет честен со своим ребенком и будет выстраивать правильную историю прошлого. Мы говорим об открытой агрессии, но есть же дети тихушки. Одну минуту намного. Совершенно закончили. So, which way is a passive-aggressive person going? This or this? Человек, который пассивный, он из этого окна он вверх или в гипоактивность? Я просто хочу на своем опыте рассказать. Вот ко мне, то есть с агрессивными детьми мне намного легче.
ко мне пришел мальчик, вообще не... Then she should come to my house. Ко мне пришел мальчик, который вообще не доставляет никаких хлопот в семье, в школе, в социуме, нигде. Но все, как вот он только пришел, он все, что касается его, ломает. Сначала это были игрушки, потом это были его вещи, и в конце концов мы пришли, что это стали мои кошки. То есть он убил кошек. Потом он, значит, причем это делается на ровном месте. То есть вот дети все гуляют во дворе, я за всеми бдительно смотрю, ну отошел он куда-то, пописить пошел. И тут уже дети видят, что он пошел, взял, его никто не оскорбил, не обидел. Он взял ведро воды, котенка и пошел за дом его топить. Вот с такими детьми намного хуже. И, например, я не знаю, как он с этим ребенком, а врачи мне говорят... Сколько ему лет? Ну, на сегодняшний день 12. What's his history? А история у него какая? Отказник с роддома, был в детском доме, к нам пришел в 4 года, был полным растением, у него было уничтожено все человеческие чувства, не плакал, не бунтовал, он и сейчас вот не бунтует, мы не можем его научить выразить свои эмоции, то есть когда ему плохо или когда он что-то хочет. Ну, был просто вот как забитый звереныш, что ли, я не знаю как вот. В нем не было человеческих чувств. Эмоций, чувств не было. So, whenever, like, passive aggressive, it is hard. It's like, it's almost like a secret aggression. Это как секрет, такая скрытая агрессия. And he's still, even though he's doing these things, a scared child underneath. Несмотря на то, что он делает все, что он делает, внутри он просто испуганный, напуганный ребенок. What would happen if every day you took minutes and went for a walk with him? А как ты думаешь, может, повлияло бы на него, если бы каждый день ты просто брала его одного и на 20 минут вы уходили с ним вдвоем только гулять? Я обращалась к психологам, мне сказали, пройдите с ним путь от утробы, то есть качай его, заворачивай, даже давай бутылку там с молочком пить. Мы все это проделали. Ну что, да, сегодня намного лучше он, конечно, но меня, например, настораживает вот как раз то, что он на полном спокойствии, в общем, просто может пойти и что-то причинить. Вот, пока до детей не доходит, конечно, но в том году у нас была, значит, такая ситуация, когда он обиделся, наконец-то первый раз выразил свою эмоцию, я была это очень рада, но он после выражения этой эмоции, открытой, пошел вот как раз кончать с собой. Мы вызвали врача, его отвезли на 1,5 месяца, его положили в закрытую палату, про которую говорят. Еще 1,5 месяца нам его не отдавали из обычной палаты. Ну, пока вот он, ну опять же, это же страх. Страх, он же не вылечишь. Absolutely, I absolutely agree with that. Согласна с этим. He might really benefit from, if we can figure out a way for EMDR, the eye movement, where it helps them process things that happened before they were verbal. Вот ему может помочь терапия, о которой мы утром чуть-чуть говорили, и МДР, которая движение глаз, потому что эта терапия помогает детям вернуться в травму, которая произошла до того момента, как они смогли разговаривать. The 3-year-old that I had that was smearing poop and we knew was sexually molested, she's getting EMDR. Сейчас вот эта 3-летка, которая какашки размазывала, она сейчас проходит через вот эту терапию. Because the problem when bad things happen before you have language, сложно, что когда травма нанесена до формирования речи, how do you verbalize that? Как ты вообще можешь выразить эту боль? You don't. Ты не можешь. And so that's why you have to, if you know your kid's history, give them the words, but also help them process it through something like EMDR. То есть, если вы знаете историю вашего ребенка, как бы словами опишите то, что с ними произошло, и попробуйте вот эту терапию EMDR.
And Christy's coming after this break to Кристи talk to придет us после обеда, чтобы поговорить about some of the different therapy options and things for our kids. о разной терапии для наших детей, которые помогают нашим детям травмированным. А как вывести ребенка? Можете немножко? А можно спросить, вопрос задать? Если мы дома научились улавливать вот это начало истерики, да, ребенка тоже с психиатрией, то как быть, когда он находится в обществе, в школе, там еще где-то, потому что там люди не успевают поймать начало, и он может сделать все, что угодно. Он у нас может, например, взять стул, бросить в детей, он может схватить что-то тяжелое и просто бросить в ребенка. Но дома это могут быть ножи, я себя зарежу, там, вас зарежу и так далее. Но дома мы его не оставляем. В 12 лет мы не оставляем его дома одного. То есть мы всегда находимся дома, если он у нас дома. Мы не можем оставить детей одних. Как быть в обществе? A lot of families homeschool. Многие семьи не отправляют детей в общеобразовательную школу, они дома их обучают. По этой причине. Because when our kids are not be able to self-regulate at school, then they end up hurting other kids. Если ребенок не умеет сам себя успокаивать, и мы его отправляем в общество, они причиняют вред окружающим. Or being labeled very early as a child that is a conduct disorder or Или на них начинают еще уже в садике навешивать ярлыки, что они гиперактивные, у них психическое расстройство. But I also appreciate that not every family can homeschool. Но не все семьи могут дома детей обучать, мы тоже это понимаем. So I try and have families be really proactive in teaching, helping the teachers understand. И в таких случаях я ободряю родителей быть активными и заранее общаться с учителями и предупреждать обо всех этих вещах. And let them know the triggers. И тоже расскажите учителям о триггерах, которые есть у вашего ребенка. How many of you is school such an issue? Для кого в школе такая проблема есть? And so it's hard when the people that are supposed to work with our kids can't handle them. Очень тяжело, когда взрослые, которые должны вроде бы помогать нашим детям быть сильнее и взрослее, не могут им помочь. And it's the same problem in America, and all we can do is try to educate. В Америке такая же проблема, поэтому все, что мы можем делать, это просто образовывать окружающих нас, родственников, друзей, учителей, воспитателей. Okay, let's talk about aggression. Okay. So aggression. Так, говорим об агрессии. So we know that as adults, when we get afraid, we seek control. Мы понимаем, взрослые, когда нам становится страшно, все, что мы пытаемся сделать, это контролировать ситуацию. If I'm a regulated adult, I don't need to control. Если я человек взрослый, который умеет самообладание, то мне не нужно контролировать происходящее. And so if I respond to my child when they are aggressive or angry, I'm going to actually drive them deeper into aggression and rage. Когда я отвечаю ребенку, который находится в агрессии сейчас, я их только еще глубже в их агрессию и страх загоню. Remember we talked about negative and positive feedback Помните, loops? мы говорили про негативные и положительные циклы обратной связи? You want to really trip your kid out or mess with your kid's mind? Если вы хотите реально подставить подножку своему ребенку, the next time your kid is flipping out, в следующий раз, когда ребенок бьется в истерике, just take some deep breaths, вздохните глубоко, and just be calm. Будьте спокойны, sit down, сядьте and watch. И просто смотрите. And no words. Без слов. Because right now I'm projecting positive. Потому что вот сейчас я позитивный цикл запустила. And calm. И спокойствие. And he's going to his brain's pretty much going to, in a minute, recognize его мозг очень быстро something different. Увидит, что реакция другая. And that is how you start changing the brain. И это то, как вы
можете изменить мозг. So through my calm, he's going to start coming down. Мое спокойствие поможет ребенку успокоиться. And the first time, it might take a long time. И когда вы это сделаете в первый раз, может быть, потребуется много времени для этого. And what happens when my kid starts pitching a big fit? My amygdala turns on. Что происходит? У ребенка истерика, моя миндалина включилась. And remember how your brain goes offline? Помните, как мозг просто вырубается? So does mine. Ну, у ребенка мозг вырубился, у меня тоже. Because I start thinking thoughts like, oh my gosh, now I'm going to be late for the doctor's Потому что у appointment. меня сейчас начинается, сейчас мы врачу опоздаем. And I need to get him into the car. We got to get going right now. Мне нужно его в машину посадить. Сейчас надо было 5 минут назад уехать. What if this is the rage where he ends up shattering every dish in the house? А что если в результате этой истерики опять вся посуда переломается? So I have a voice in my head and it's starting to tell me things. Голос, который мне тоже нашептывает что-то. And that's that point where you have the choice. И вот это момент, когда у вас есть выбор. You're either going to step back and Вы breathe, сядете, вы либо отойдете, вдохнете глубоко, or you're going to join your child либо вы присоединяетесь к вашему ребенку in their aggression, defiance, and rage. в его агрессии и в ярости. And they're saying, come on, mom, join me. Они же накипевают, да, они только нас... Come on, dad, join me. Да, присоединяйся, давай. So when I'm sitting down, поэтому, когда я сижу, I might take out my phone and I might call the doctor's office and я say, могу взять телефон, позвонить врачу. hey, you know what, I think I'm going to need to reschedule today's appointment. И просто скажу, извините, пожалуйста, мы до вас сегодня не доедем. And if my child is prone to breaking things in my house, если мой ребенок крушит все вокруг, I'm not going to have my best dishes out for him to я, break. конечно же, свою дорогую посуду не буду раскладывать у него на виду. And so in order to be calm, I'm going to just tell myself, and all those little thoughts I had, I'm going to bring them, I'm going to tell them, nope, that's not true. И поэтому, когда вот в этот момент все эти мысли начинают наплывать, я буду говорить, ничего, все будет по-другому, это неправда. And I keep saying, nope, he's not going to prison just because he's having a rage. Да, я буду говорить, да не будет он сидеть в тюрьме только потому, что он бьется в истерике сейчас. And I'm going to bring myself down. И я успокою себя. And I'm going to breathe. И буду дышать глубоко. And then when he's done, or if it's hours later, и когда он успокоится, может быть, через пару часов это произойдет, I'm going to talk to him and say, man, you must be feeling pretty crummy on the inside. Я поговорю с ним и скажу, слушай, тебе, наверное, совсем плохо. Do you want to help me get dinner ready? Хочешь помочь мне с ужином? But don't give him a knife. Ну, ножик только ему не давайте. Plastic knife. No. Okay? Because that negative can't, he needs you to join him to get that going. Вот этот негативный цикл, он прям, у него есть потребность, чтобы к нему присоединились. And so there's 4 areas in our trauma kids that tend to push them into aggression, defiance, and rage. 4 области, которые закидывают наших детей в агрессию, ярость и отвержение. There are 4 times of the day. Let's see if you guys can guess them. There's 4 things or times during the day that will push our kids into these rages and aggression. 4 времени суток, которые закидывают наших детей вот в эти вещи, в агрессию, в отвержение, в ярость. Can you guess? Вы можете догадаться, что это за 4 времени суток? Morning, afternoon, School time, morning, утро, потом в школе когда они, what else? before bedtime, Bedtime is a trigger. когда спать надо собираться, Bath time is a trigger. когда мыться нужно. And transitions are a trigger. И переходные вот эти моменты в сутках тоже Why would bedtime and bath time be a trigger? Почему подготовка ко сну и когда нужно умываться становятся триггерами для наших детей? Тревога, разлука. Страшно, что там ночью. Сон, маленькая смена. Смена, наверное, вот. It's just a change.
No, what they have found is that when children are sexually molested, it is typically during their sleeping time or when they're in the bathtub. Исследования показывают, что над детьми надругались, когда они вот либо спали, либо когда они были в ванной. It also could mean that at nighttime is when their parents fought or when they were alone and scared. So don't think your child was sexually molested. Не обязательно, что ваш ребенок испытал насилие, но может быть именно ночью родители ругались и дрались. And so transitions, why would a transition be a trigger? Итак, вот эти переходные моменты в сутках, почему они могут быть триггерами? Safety. Чувство безопасности. Like if you think about like at least children in the orphanage or at birth, the worst thing that ever happened in their life is they were suddenly taken from what they knew to something else. Ну, скажем, дети, которые в системе, самое ужасное, что произошло в их жизни, это их взяли из знакомого, например, они там родились от мамочки, да, знакомая среда, и их поместили в незнакомое место. So they were forced into a scary transition and they lost their sense of safety. Их просто они испытали вот это переход из знакомого в незнакомое и потеряли чувство безопасности. And so in our home, what we do with my kids always want to know what's next. What do we do next? Дома мои дети говорят: а что дальше будем делать, а что потом? Yes. Tell them today we are going to go do this, 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 and this. Скажите, сегодня мы будем делать вот это, вот это и вот это и вот это. The best thing teachers in a classroom can do is post the schedule of the day. Самое лучшее, что учителя в школе могут сделать, это расписание повесить. And then I also warn my kids, we're leaving in 2 minutes. И я также детей предупреждаю, говорю, через 5 минут мы уходим. You should have your shoes on. We're leaving in 1 minute. Одевайте обувь, через минуту мы выходим из дома. And that's helping them prepare to transition, because transitions trigger my kids like nothing else. И это помогает им готовиться к переходным, к изменениям в расписании, потому что изменения могут быть ужасным триггером. One last thing, and then we're having lunch about transition. Hold on. One thing that you guys can do to help your kids with not only transition but also feeling control is called we call it choice at my house. То, что тоже может помочь с изменениями смены видов деятельности, это давать детям выбор. So my son might be upstairs building something with his Legos. Например, мой ребенок в комнате лего собирает. And I'll say, hey, I need you to take the trash out. Я ему говорю: мусор вынеси, пожалуйста. Okay, so that's a transition from something fun to you're going to make me do something I don't really want to do. Это вот смена деятельности. Я тут занимался чем-то приятным, а теперь ты заставляешь меня делать что-то, что я не хочу вообще. So I've taught my children to say, Mom, can I have a choice? И я научила своих детей такому выражению: мама, а можно мне право выбора? And basically what that is a negotiation. Что это значит? Это вообще-то компромисс, договор обучаем, да, ребенку? And they'll say, can I finish this Lego piece and then I'll take out the trash? То есть то, что он хочет мне сказать, что можно я закончу игру и потом вынесу мусор. Or can I finish this show, then I'll take out the trash? Или можно я вот досмотрю то, что я смотрю, и вынесу мусор. And what I'm doing is I'm giving them some control. С одной стороны, я даю им контроль. And it helps them to be able to transition easier. И вот это чувство контроля помогает им в смене вида деятельности. All right, we have lunch, but go ahead. А что делать, если ребенок говорит: да, я закончу и сделаю, и не делаю? Если я напоминаю о нашей договоренности, начинается истерика. Okay, and so there has to come a meal time, right? You can join us for dinner when your job is done. Но
наверное, будет ужин, и может сказать, что ты можешь присоединиться к нам и кушать, когда ты сделаешь то, что тебе нужно было сделать. Or in the moment, I would have something really fun to do with the other kids. Или, например, я вдруг решаю спонтанно делать что-то прикольное со всеми детьми. And I would say, hurry up and get your job done. You can join us doing this game when your job is done. И я говорю, давай быстренько сделай то, что я тебя просила, чтобы ты мог вместе с нами веселиться. Because remember the shovel, the snow shovel? Помните про снег, про гору снег? Right? It's not me against you. Я не против тебя. It's me and you against what happened in your past. Мы вместе с тобой боремся с твоим прошлым. But you're a part of our family, and we all have jobs within this family. Но ты часть нашей семьи, и все в нашей семье, у всех в нашей семье есть обязанности. My son didn't want to be a part of the family at one point. Мой сын в какой-то период времени не хотел быть частью моей семьи. And so he decided, fine, I won't eat dinner with you. И он сказал, не буду я с вами ужинать. We made it the funnest dinner ever. Мы превратили ужин в настоящий праздник. He changed his mind. Он передумал быстро. All right, it's lunch. Обед.